эфир. Сегодня такой он с перерывами, короче. Днем начал. Хазар, включим еще что-нибудь, я не знаю. Или ТикТок надо включать, или Ютуб надо включать. Сейчас. Ну, в том ТикТоке что-то в Ютубе никого не было. Шунарга этот, наверное, пока будем ТикТок включать. Посмотрим. По новостям будем реагировать по новостям. ТикТок у меня заблокирован и только можем этот. Кусками как бы записывать. Только так. Начнем этот, как азгана кишажил самим, да? Так, пока кошелек. Так, и Кекешер Ахмат. Так, Хазар. Я здесь сейчас этот. Пытаюсь проверить. В ТикТоке можно, конечно, выйти на другой канал. Но в этот канал до 13 у меня блок. Тварь. На неделю заблокировали из-за того, что я высказывался против Русни, блядь. Сразу блокируют, ублюдки. Вот. С 13 декабря только я могу выйти. Ночью. И то, блядь. 0001, блядь. Хайваны, короче. Ладно. Хер на них. Так. Ну, начнем потихоньку. Здесь читать будем новости, потому что новостей, я думаю, полно там. Надо читать. Слушать канал это Бетер не дослушать его. До хера просто. Лучше дочитывать, так скажем. Так, окей. Просто это тут. Как раз я загрузил этот. Хазар увидел херню, какой-то черт в ТикТоке, получается, этот снимает Кремль. И там, как обычно, сидят всякие долбоебы, и, конечно, и нормальные сидят, мимо, наверное, пролетящие в ТикТоке именно. И ему этот, там, что-то написали, блядь. Короче, я загрузил это сейчас, я загрузил это уж в ТикТоке, короче, и в этот YouTube тоже я загрузился, потом это загружаем. Так, давайте по новостям ближе к этому пройдемся, по нашим новостям. Итак,
Пусть тухнет пока. Пока вот сюда поставим. Начинает дохнуть потом. Так, не знаю. У меня же микрофон есть, ё-моё. Так. Подряд будем читать. Может, о чем-то я уже говорил, не говорил. Итак. Сейчас. Давайте потом зайдем сюда. Начнем давайте с этого. Ближе этому. Нашим проблемам теперь. Через этот Куштау Байрам, который этот мне не ответил. Прием. Ага, эшлей. Так, Куштау Байрамны бір қорапшаға келді. Мұнда 200 сообщение уже болған. Мен мұнарға қарамағанмын. Так, значит, 9-дан 30 минутта башладық. Так, я этот буду писать. Попробую писать этот. Окей. Итак, TikTok надо yazып барам для эфира. Итак, мына мында нәрсе болған. Куштау Байрам. Юк ісіп ултырмағандар. Олег оларды ішке алған, болған пилорамға вторник күп аттарын қойып, месокомбинатқа тапшырып қайтқанда тегелерден ішін текшерерге келген. Шунда исән қуғып үйіне кіріп, хатынаны приклад менен тоқмап өлтіргендір, үйін тінтегендір, ақсаларын, қара бимдерін, машинахын алып қасқандыр. Мына шуны мен аңламадым, но мен қойдадыр ишеттім, так и ни хрена не понял, короче. Башқұртстанда мы қойдадыр кімдір өлтірген енді. О, Ника, салям. А кирпичик куда потом? Это второе за сегодня? Да, решил я вот так поделить по частям, потому что первое как бы днем хотел народ поймать. Ну, вроде поймал. Но на другом ютубе вообще нифига никого не было. Короче, новый ютуб разрабатывать очень тяжело. Вот этого я нифига не понял. Криминальный Башкортостан. Жену забили до смерти, а мужа застрелили из охотничьего ружья. Белорецкий. Что за херня? Давайте почитаем. Сейчас больше будем читать новостей дофига. О, криминальный Башкортостан. Есть такой, оказывается, этот телеграм-канал. Давайте почитаем, о чем тут идет дело. Откуда это вытащили. Итак. Жену забили до смерти, а мужа застрелили из охотничьего ружья. Зверское убийство произошло в Белорецке. Два жителя Сургута, которые работали на местного предпринимателя, решили его ограбить. Залезли в дом, вскрыли сейф, нашли деньги и оружие. Погибший был охотником. Во время ограбления внезапно вернулись домой супруги. Тогда негодяи взяли жену ласточкой и забили ее до смерти. А мужа расстреляли из его же ружья, после чего сели в их автомобиль и попытались скрыться. Злоумышленников задержали в Иглинском районе. Они оказывали сопротивление. Интересно, а кем же они были? Вот так вот напишут, блин, и фиг поймешь. И тут, получается, более-менее что-то ответил Габбасов. Конечно, чекистский канал никогда не укажет национальность и род деятельности грабителей и убийц башкортостанской семьи. Вот если бы это были ингуши или таджики, тогда, да, конечно, бы написали. Да еще и капслуком. Типа, наверное, большими буквами. Ну, понятно, здесь, получается, русские и жена русская.
и если уж имена Олег и так далее. А может, это мы точно не можем сказать, русские или что. Может, это чуваши, может, это марийцы, хз. Но суть, шлепнули откуда-то с Сургута, получается, двое долбоебов. Ну, явно, наверное, или зэки бывшие, или вагнеровцы, блядь. Вот что-то такое. Ну, конечно, это, так скажем, в таком бандитской России, как бы это не удивительная вещь, это каждый день что-то творится. Вот сегодня я как раз об этом что-то другое слышал, что то ли в Башкортостане, то ли кто, блядь, что этот жену убил, блядь, долбоеб вернулся с войны, что ли, или что такое, блядь. Вот это я что-то не догнал пока еще. Ну, может, встретим где-нибудь. В Екатеринбурге таксиста из Кыргызстана, который спасал людей во время пожара в больнице, готовят к депортации. Ну, это Алтын Мирас пишет «Золотое наследие». Это, наверное, про одного чувака, который кого-то спас, потом его депортанули, он сейчас вроде в Кыргызстане. А где он? Он же уже в Кыргызстане. О чем он говорит? Ну-ка, в инсту меня отправляет. Блять, у меня нету в этом телефоне инсты. Ну, короче, ладно. По последним новостям. В Сирии сейчас много всего происходит, в частности, там происходит демонстрация полной военной импотенции России. Враставшая в Сирию 10 лет российская армейская группировка оказалась неспособна противостоять повстанцам. И ладно бы Россия сразу после старта наступления повстанцев умыла руки. Либо разбирайтесь сами, мы не вмешиваемся. Но было-то ровно наоборот. Армия Асада просто бросала оружие и позиции и бежала. Только российская группировка вместе с иранским прокси и воевала с повстанцами эти 10 дней. Военная группировка спасовала перед не имеющими тяжелого вооружения и авиации повстанцев. Иранцы уже покидают Сирию, российские силы тоже готовятся к эвакуации. Года 3 назад такое было невозможно, но сейчас особой силы у России в Сирии нет. И это потому, что Путин абсолютно все, что имеется у российской армии, бросает в Украину, да еще выпрашивает БПЛА у Ирана и снаряды с пушечным мясом у КНДР, но даже так Украину Путин не получил, а Сирию, похоже, потерял. Ну да, интересная вещь. Тут как раз-таки об этом я сегодня высказывался в ТикТоке. После очень много комментариев, потом почитаем комментарии из ТикТока от украинцев. И хочу подметить, вообще я уже об этом говорил в ТикТоке маленьким таким видосом, чтобы если здесь руки Украины, так скажем, есть или нет, ну если даже есть, ну думаем, что есть, уже кое-какие другие каналы тоже как бы пытаются к этому донести, да, ведь если рука Украины тут есть, то я считаю, украинцам не нужно отмазываться в ТикТоке, особенно мне столько накидали смс-ок, отмазываться, а наоборот надо, я думаю, гордиться, что ваши, как говорится, умы, так скажем, которые дронщики, это реально смогли там помочь им чем-то, этим братьям-мусульманам, я считаю, это, как говорится, общая тактика и именно та тактика, которым нет стыда, нету здесь чем-то стыдиться. Почему? Потому что наша цель, как вы сами понимаете, и Башкортостана, и Татарстана, и другие регионы, это уничтожить Москву. Вот первая моя задача уничтожить Москву. Но тем же моментом, если они помогают в Сирии, значит вам нужно наоборот гордиться, что вы можете даже туда, там по телефону даже позвонить, научить по видеосвязи, как обращаться дронами. Это окей. Правда, неправда, фиг с ним. Но самая задача, главная, я не отстаю от этого, получается, своего убеждения, так скажем, что Украина в данный момент должна ну, как сказать, по своей, так скажем, ну, в таком положении, да, вот в таком уязвимом положении, она должна смотреть ближним народам, которые, как говорится, хотят независимости. Вот к этому я хочу донести весь этот список, так скажем, моих комментаторов, людей в ТикТоке. Сейчас вот ТикТок тоже 10-минутный записывается, надеюсь, они посмотрят.
И вот поэтому я хотел бы, чтобы украинцы это донесли до своего руководства, само собой, вышестоящие. Не мы, как черный люд, да, так скажем, Карахалов, как Алсынов говорит, а именно та басота, которая сидит там наверху и командует всем этим парадом. Так скажем, у кого есть на руках оружие, кто управляет, как говорится, оружием и так далее. Вот нам нужна, как говорится, ихняя поддержка, чтобы мы пошли на Москву. И мы, как говорится, тем самым, ну, не, как сказать, чтобы не было такого, что мы где-то что-то попрошайничаем. А то такое вот у меня впечатление появилось сейчас после вот этих комментариев в ТикТоке, как будто мы что-то попрошайничаем. Нет, мы конкретно вам, как говорится, идем навстречу, чтобы вы тоже пошли к нам навстречу. И наша задача это, так скажем, с бывшего СССР помочь друг другу, а не где-то там бегать в Сирии, помогать каким-то сирийцам. Вот моя тактика, понимаете смысл? Вот это я не могу изложить людям. Хз, блядь, может у меня набора не хватает словесного, блядь. Я не знаю, как это донести людям, чтобы им, блядь, доперло это. Что наша задача, блядь, общая вот на этой земле, вот здесь под названием вот это Евразия, или как это назвать можно, вот это земли Атиллы, блядь. Вот наша задача, а не где-то там в ебенях в Сирии где-то что-то делать. Вот в чем прикол. Сейчас загружу этот. Так, кусок стрима. Так, стрим. Стрим. Что-то этот. И в ТикТок оно пошло. Потому что люди не смотрят YouTube, я так понял. В ТикТоке людей дохерища. Кстати, я как вам говорил, что я проверю. Я проверил, получается. Сейчас в ТикТоке мое видео, то, которое скидывал я для общего обозрения, 75 тысяч просмотров. 75 тысяч. А в Ютубе у меня такого вообще не было. Потому что в Ютубе Башкортостан с Татарстаном вообще игнорят, не сидят. Вообще нету их. А весь контингент в ТикТоке это Украина и Казахстан. В ТикТоке вообще ни хера наших нету. Так, окей. Пошла загрузка. Идем дальше. Надеюсь, пока эта тема не закрыта, но будем, как говорится, добавлять всякие факты. Так, идем опять, общая тема. Россиянки начали продавать свои яйцеклетки в Китае. В Китае работает подпольный рынок донорства по продаже российских яйцеклеток. Схема устроена таким образом, что здоровым, привлекательным славянкам без вредных привычек обеспечить перелет и в Китай заселение в комфортных отелях, а затем их проводят процедуру изъятия яйцеклеток, иногда болезненную и рискованную. Об этом говорится в исследовании издания «Люди Байкала». Да, об этом в новостях тоже говорили. Одна поездочка стоит 10 тысяч долларов, оказывается. И вот сейчас эти пизденки, которые в свое время пытались копать золото, искали своей пиздой, блядь, там, блядь, в Воркуте нахрен. И вот теперь они решили поехать в Китай по 10 тысяч зелени нахрен срубить своей пиздой. Вот такая вот тема. Поэтому Путин тут отдыхает. Он же хотел размножить, понимаешь ли, узкожопых. А тут, получается, смотрят, Китай, как говорится, работает лучше. Он же, как говорится, друг. Китай же друг им, блядь, нахрен, который ебет из-под тяжка. Кстати, не мужиков, а баб. Кстати, вот сегодня во Франции проходит какой-то там тема, тоже говорили об этом, вот как раз здесь засунули. В Елисейском дворце началась встреча Макрона, Зеленского и Трампа. Зеленский и Трамп прибыли на церемонию открытия собора Парижской Богоматери после реставрации. В Франции прибывает также президент Грузии Саломе Зарушли. И да, и в новостях как раз говорилось, или где-то там слушал, 40 стран приехало, получается. Ну, как бы, опять-таки, встреча такая интересная, и в тот же момент сосет Путин.
И от Путина там никого нету, самого Путина тоже нету. Короче говоря, разговорчики за стенами, без этого ушлепка. Так, тут подряд опять часто, наверное, будем встречаться насчет вот этих новостей именно про Сирию. Тут опять такая тема, сейчас будем слушать, смотреть, минутное там кое-что и почитаем для начала. Интересная новость, хотя удивляться нечему. Курды вторглись в российскую базу в районе Дер-Азура. Там они обнаружили форму с символикой группировки ИГИЛ. Курдские бойцы утверждают, что русские использовали эту маскировку для инсценировки атак ИГИЛ и создания ложной иллюзии происходящего. Посмотрим. هم اللي كانوا يذبحون بالبشر تحت مقرات الروس مقرات الجيش الروسي بدير الزور هم اللي كانوا يذبحون بالبشر تحت راية داعش مقرات الجيش الروسي بدير الزور يذبحون البشر على انه داعش هي تذبح بالبشر وهم طلعوا الدواعش هاي البس الداعش. Везде одежда игиловская, вот это, как будто бы. Теперь мы проясняем тут суть. Можно, наверное, уже говорить о том, что... Да, фотографии этих пидорасов, диски, все понятно. Короче говоря, здесь закидываю я себе группу тоже для народа. Теперь можно выяснить сейчас сиюминутно, я сейчас могу, тут уже как бы мысль сразу вбила одна вещь, что ИГИЛ, как вы сами помните, Бен Ладен был создан Америкой, а ИГИЛ, получается, наверное, создан Русней. Больно, блядь, они мельтешили, блядь, нахуй, то в Африке, то в Сирии и так далее. Получается, нахрен, эта группировка, по идее, может, впиталась, блядь, нахуй, Русней. Вот сразу эта мысль мне пришла. Охеренно. Хорошо работают, блядь, спецы узкожопых. Я думаю, так. Вот так вот. Если вот это уже нашли там, ну, у меня такая мысль появляется. Охереть просто. Получается, тут вот какая игра происходит. Мы до такой степени вне игры были, Башкортостан с Татарстаном, и вот эти Хизбут Тахри и всякая вот эта поеботина, которая сейчас ни за что сидят люди, это все херня. Это вот все то, что Русня нас закрывает и прессует наш ислам в Русне, и это и есть, значит, открывает занавес тому, что вот этот ИГИЛ с таджиками, которые, блядь, Крокус-Сити было, все это дело рук Русни. Вот и все, поняли теперь смысл? Там явно это все херачили не эти пацаны, а херачил спецназ. Спецназ убивал, блядь, в Крокус-Сити. Понимаете смысл теперь? А таджиков просто, блядь, взяли где-то там, блядь, на улице и сказали, все, теперь это вы. Вот и все. Все, вот примерно вот такая тема. А их, по идее, не было. Они просто, наверное, блядь, приплели их нахуй, заставили, так скажем. Заставили так. Они, наверное, вообще эти таджики, может, блядь, были вообще где-то нахуй не при делах. А их притянули за нос, блядь, и сделали при делах. Поэтому, исходя от этого, мы уже конкретно, если вот эта тема, мы видим на видео, что эти джихадисты в Сирии, получается, держат игиловскую тему, значит, эти джихадисты ни при чем вообще к ИГИЛу. Получается, ИГИЛ не при их делах. Вот что проясняется в 2024 году. Я охуеваю сам. Вот увидев вот это вместе с вами. Получается, блядь, до такой степени нахуй нас, блядь, одурманивали всю жизнь, блядь,
что ИГИЛ, блядь, это пиздец, а итог, ну да, пиздец. Это, как говорится, группировка Русни, которые, блядь, уёбки, нахуй, создали эту тему, нахуй, и все, и пугают народ. Чтобы унизить нормальных мусульман в России. Вот и все. И плюс этот ИГИЛ бомбит везде, блядь, Европу, Америку бомбит, то там, то сям. А это вот как раз-таки, это Русня и бомбит. Вот где терроризм, блядь. Откуда? Охуеть. Это, как говорится, раздувать дальше будем. Потом, в дальнейшем. Уже когда конкретно об этом подымут другие эфиры тоже люди. Дурдом, блядь. В центре Владивостока прошел марш на Вашингтон. Теперь в США точно все перепугаются. Ебанутые, блядь. На Вашингтон! Нацелить на Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! За армию и флот России! За всех погибших воинов! За всех убитых детей! За Одессу и Курск! За Донбасс и Белгород! За геноцид русского народа! Мы, жители Дальнего Востока, требуем вернуть полетные задания в наши стратегические ядерные ракеты! И нацелить на США! На Вашингтон! На Вашингтон! Нацелить! Ебанутые. На машину какую-то еще круглую, блядь, трубу привязали, типа, блядь, это, этот орешник ебаный, блядь. Ебанутые. Видите? Владивосток, они думают, это русская земля. Хуй вам сраку, блядь. Русская земля. Лично я буду, блядь, это, нахуй, темы, блядь, иншаллах, блядь, буду вести вас, блядь, на Москву. Владивосток, блядь, Уссурийск, Приморский, блядь, нахуй. Везде я там служил, блядь. Бикин, блядь, это все по еботину продаем японцам, нахуй. Отдаем эти земли японцам. Так что хуи вам сосать там, во Владике. Вас, чтобы японцы ебли вас, ублюдков, нахуй, узкожопых, блядь. Уничтожим, нахуй, вас всех все, рано или поздно, блядь. Вот теперь выходит вот конкретика. Российские солдаты убили семью в Белорецком районе. В деревне Ишля Белорецкого района 2 российских солдата застрелили мужчину и его супругу, завладев при этом охотным ружьем и автомобилем. Убитого задержать их удалось только в Иглинском районе. При задержании солдаты оказывали сопротивление. Послушаем. Гоняются за ними. Короче, в машине в салоне находится 2 винтовки. 2 винтовки заряжены с патронами. Были готовы против нас применить оружие. Вот. Патроны лежат. Убили, что ли? Лежит один, блядь. Патроны лежат. Нихуя патрон охотничий, блядь. 12 сантиметров минимум. Данные люди. Фамилия, имущество. Паша, фамилия, имущество. Фамилия, имя, отчество? Да. Таков потеряли. Год рождения. 75. Фамилия, имущество. Фамилия, имя, скажи. Кичеров Станислав Валерьевич, 28-5. Где проживаете, прописано? Город Кемерово. Кемерово. Откуда взяли? Нашли? Где вы нашли? 75-го года. Антон и Игорь, блядь, какой-то. Гандоны, блядь. Закину я себе тоже в группу. Уёбки сраные. Короче говоря, узкожопые с Кемерово приперлись в Башкортостан. Ёбнули хуй с ним узкожопых, но узкожопых с Башкортостана, блядь, из Белорецка. Поймали. Но этих гандонов на СВО нельзя отправлять нахуй. Или как это, на эту войну, блядь, сраную. Их надо нахуй набутыливать сразу, блядь, в тюрьме нахуй. Потому что нам нахуй не нужны такие нахуй в Башкортостане, ублюдки.
Сейчас, секунду. Просто это... Что-то ТикТок даже загружаю. Вот и выяснили, вначале я читал, о чем была речь, да, вот теперь догнала. Да, двое пидорасов, блядь, нахуй. Притом угнали этих людей, тачку, короче, бежали, блядь. Ну, грабеж, блядь, ебанутые, нахуй. Ебанутые люди, блядь. Солдаты, российские солдаты, нахуя они нам такие, блядь, нахуй, уёбки нужны вообще? Я бы, наверное, в том же месте их бы ебанул бы, блядь, на месте, блядь. С этих же ружей, блядь, их ебануть и все. И все сказать, блядь, подняли на нас оружие. И нахуй они нужны, блядь? Куттах башлар, блядь. Так, уже стрим, видите, 6 человек уже посмотрело. ТикТок вообще реакция атомная, блядь. Вообще, конкретно ТикТок. Рахмат ТикТок-К. Кто поддерживает. Казахстан в первую очередь меня там поддержал с первых дней. Итак, неделя бизнеса или неделя роскоши. Как в Уфе потратили 25 миллионов рублей. Уфа громко встретил международную неделю бизнеса, а еще громче сумму, которая ушла на это мероприятие. По данным госзапуга за закупок, блядь, на празднование с размахом выделили 25,4 миллиона рублей. При этом это кто конкретно был подрядчиком, откуда взялись эти деньги, информация словно за 7 печатями. На что потрачены миллионы? Вот краткий обзор расходов. Ялтинский международный форум с вечерней программы 6,6 миллионов рублей. Судя по цене, гости, наверное, если черную икру прямо с айсбергов. Торжественная церемония награждения участников 6,2 миллиона. Возможно, награду вручили под фейерверки, которые видны из космоса. Официальный прием 5,5 миллиона рублей. Говорят, шампанское лилось рекой, а за фуршетом отвечали шефы с мишленовскими звездами. Вечерняя программа общероссийского юридического форума 4,9 миллиона рублей. Возможно, юридические казусы разбирали в декларациях, напоминающих суд деревни Рима. Культурное мероприятие 1,7 миллиона рублей. Что конкретно входило в эту культуру, остается тайно, покрытым мхом. Гастрономический фестиваль 400 тысяч рублей. Здесь явно решили, что еда это не главное, ведь все внимание ушло на церемонию. Что было в программе? Событие развернулось на площадке Дворца борьбы. Программа вошли День предпринимательства, юридический форум и даже Ялтинский экономический форум. Кажется, что Уфа решил доказать, бизнес и роскошь идут руку об руку. И тут остановимся моментом. Блин, забываю, этот микрофон же у меня есть. Сука, не привык, блядь. Что я хочу добавить? В самую первую очередь, это жена Хабирова, армянка. Это пидораска. Явно, как говорится, теребит этого хуеплета, хряща, блядь, старого, блядь, Хабирчика, нахуй. Чтобы он, ублюдок, делал все роскошно, по-армянски. Армяне же любят роскошь. Цыганский, блядь, нахуй вариант, так скажем, да, блядь. Цыгане, армяне, один хуй, блядь. В итоге, что происходит, блядь? Происходит, нахуй, расточительство. По исламу оно, само собой, это харам. И, само собой, в нищете Башкортостана, где он грабит народ, блядь, убивает людей, эти проводят какие-то бизнес-форумы и так далее, как бы живут припеваючи. Им похую, блядь, про народ, блядь, дорог нету, блядь, газа нету, трубы взрываются там, блядь, горячей воды нету, газа нету, блядь, заебывается, блядь, весь Башкортостан, а эти фаршит сугалар. Фаршитны, как говорится, суыргать. Хазар не те времена. А почему они так делают? Потому что мы расслабили. Мы расслабили. Мы, блядь, нахуй, не даем, блядь, пощечине, блядь, или по яйцам, нахуй, этому Хабирову, понимаете, блядь? Вот в чем прикол. А чтобы вот этого, блядь, церемония, блядь, прекратилась уже, блядь, нахуй, и кутлярный касаб яшарга еще, значит, нам нужно полностью менять, блядь, нахуй, правительство Башкортостана. Однозначно. Он, да, как я всегда говорю, блядь, 3 года только будет этот ебаный президент, нахуй. И то, блядь, под нами он будет, нахуй. Как шелковый будет ходить, нахуй. Всего лишь будет, блядь, югырдать bizne. Bizne югырдать была, блядь. Он да, и все. И Семегина президент была. И больше нихуя у него не будет возможности, блядь. 3 года он меняется.
И, конечно же, уборщица, блядь, аулдан из библиотеки тоже меняется в течение 3 лет. Примерно вот такой, блядь, тема. А не так, что, блядь, нахуй, поставили Хабирова подобие, да, уёбка, и он будет, нахуй, править, блядь, как Рахмон, блядь, или как Каримов, блядь, столетиями, блядь. Нам не нужны такие твари. Поэтому, в первую очередь, в данный момент, наша задача, получается, захватить власть Башкортостана. Вот оттуда уже дальше плести. А не бежать прямиком в Москву, блядь, а через Башкортостан это все делать. Башкортостан для Татарстана загасить, а потом уже спокойно идти, блядь, нахуй, понимая, что сзади уже никто на нас не рыпнется. И дальше идти. Но к этому моменту, само собой, за Челябинском народ тоже должен подготовить свои регионы. Это буряты и алтайцы. Вот верю в них. Примерно в них. А другие регионы я даже не ставлю, блядь, нахуй в первую очередь, потому что там хуй поймешь, кто живет. Основном, наверное, узкожопые живут. Поэтому они вообще должны там будут в тряпочку молчать. Или они сдохнут, как последние суки, или мы, получается, сделаем так, что, блядь, нахуй, буряты и алтайцы, само собой, блядь, эти якуты будут подчиняться нам. Вот и все. Будут подчиняться мусульманам. Это многобожники. Если они там будут хуйней страдать. Вот. Задача такая будет. Общественная. Каждый свой регион будет защищать. Не защищать, а зачищать. Поэтому мы уничтожить должны будем в первую очередь, блядь, манкуртов, и вторым эшелоном идем на Москву. Вот эта задача у нас стоит. А для этого давайте развеем одну тему, короче. Сегодня я начинал говорить, но больно не мог, да, и это кое-что делал. Давайте закроем нашу разговорную. Башкортостан белән Татарстанда без әллә парламент, точнее, блядь, оппозиция, или как они назвали это, блядь, политический какой-то хуйня, нам это не нужно. Нам это вообще не нужная вещь. Наша задача жиын. Безнең Башкортстанда популяр жиын, курултай, мына шундый нәрсә булган безнең үтеп киткән туганларда. Шуның өчен бездә дә жиын була ул. Шунда сөйләшәбез жиында бөтенебез конкретно. И шул жиын белән без Мәскәүне басып алабыз. Только таким образом. Әллә нәрсәләр нахуй уйлап йөрмәгез, әллә нәрсәләр, блядь, придумать итеп йөрмәгез, как будто бы мы все такие, блядь, крутые, такие джентльмены, блядь, все такие иностранные, все такие, блядь, модерн, блядь, модерн. Давайте без модерна этого, да, ведь? Давайте мы сделаем это, блядь, на классике жанра, блядь, элеккеше, матур иттереп, ауыл кешеләре кебек үзебезне, блядь, выебываться итмәстән, блядь, нахуй, шым гына, блядь, нахуй, җыелырга да, шым гына, блядь, кулга корал алырга да, Мәскәүне барып басырга алырга. Все бетте шым белән. Баш сыгып, җыеп, как они говорят, давайте соберем особенно вот это высказывание, 1000 раз уже сказал сегодня, если вы слышали, Гера. Короче, этот грузин один, чувак, короче, который в свое время учился в Грузии, туда-сюда, в Казани, короче, учился в Казани, грузин, короче, какой-то. Вот, поэтому мы должны обязательно, в первую очередь, решить проблемы внутри Курултая. Башкорт белән татарны җыенында без шуны полностью обговорить должны. Могут в этом жиине участвовать, само собой, Казахстаннан туганлар. Само собой, мы их тоже можем, как говорится, в эту тему пригласить, кому интересно. И, конечно же, чеченцы с дагестанцами такую же тему должны будут развернуть на своих, получается, полушариях земли. Тем самым, одним махом, как этот гандон Путин говорит, 10 махов, блядь, мы одним махом, блядь, нахуй, мы должны, блядь, дойти, блядь, до Москвы. Вот и все. Один марш-бросок, блядь. Один марш-бросок, блядь. И уничтожим Москву. Без этого мы ничего никогда не сделаем, блядь. Мы просто, блядь, будем биться, блядь, нахуй, каждый день в этом сраном Ютубе, блядь, в ТикТоке, нахуй, и играть как дети, блядь. И раскидываться, блядь, и обижаться на друг друга, блядь, нахуй. Чмырить друг друга, блядь, нахуй. Сидеть, блядь, муму ебать.
Конкретно, блядь. Поэтому уже хватит уже херней страдать, нам нужно конкретно уже действовать, блядь. Уже ғұмыр өтті. Уже ведь енді, блядь, нахуй скоро 100-ге кіреміз ведь енді уже, блядь, қартайып біттік, блядь. Көтіне көтерген кіші yok, блядь. Қорқып жатамыз. Так. Тут дальше новость, но давайте уж прочитаем, что тут происходит в Турции, блядь. Турция, холодная погода затронула всю страну. Заснеженные пейзажи из Амасии, Ардахана, Сиваса и Эрзурума. Само собой, климат меняется, бегать тут за климатом мы не можем, поэтому мы только можем добежать до Москвы. Башқұртстанда қар жоқ дейлер, қайсыдыр районларда, біздің районларда, Уфаларда бір қайда дәлді қар жоқ дейлер, может уже бардыр, білмеймін. Наоборот, Турцияда қар бар, мынанда Францияда қар жоқ. Это, как говорится, смена климата, вот и все. Сейчас, секунду. Так, стрим. Так, общие такие темы. Итак, вот эта тема тоже интересная вещь, но в то же время это говорит о том, что вы никуда не скроетесь. Я уже с первого предложения понял. В Башкирии начали автоматически определять местоположение звонящего в службу скорой помощи. Теперь при вызове скорой помощи местоположение звонящего определяется автоматически как с мобильных, так и со стационарных телефонов. Об этом сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин. Система PostgreSQL, внедренная во всех отделениях скорой медицинской помощи Башкирии, значительно ускорила процесс. Она позволяет сократить время опроса пациента и быстрее реагировать на вызовы, что особенно важно в случае, если у больного проблемы с речью. Кроме того, в системе теперь автоматически отображаются данные о хронических заболеваниях, что помогает естественно собрать анамнез и понять, по какой причине был вызван врач. Время обработки вызова сократилось с 3 до 1,5-2 минуты. Ну, надеюсь, это, как говорится, правда, и, как говорится, это не какой-то нахуй пиар, блядь, ебаный. И в тот же момент мы уже будем понимать от этого, что каждый, который будет какие-то движения делать, каждый будет, как говорится, находиться в зоне ментов. И вы, самое главное, у меня мысль пробежала, солдатам, которые призывники, которые душары вообще, которые 18-летние, которые пошли, да, и вот как чувака забили до смерти и убили, блядь, ёбнули по голове, ну, сегодня уже об этом говорили, какого-то Артема из Татарстана, получается, из-под Казани, хоть урыс была тұрған болса да, озанатащим, но главное, блядь, 19 яш, солдат Татарстаннан. И получается, это ждет каждого башкирта и татара. Не говоря о других нациях, которые, как говорится, тоже идут как тупые, блядь, нахрен, в этот, ебаный, в сраную эту войну, блядь. Кстати, блядь, нахуй, тупые, блядь, вспомнил, блядь, татарша тупас, блядь, тупой, тупас, блядь, тупас, ты пейтергайдер газар. Чтоб меня, блядь, не блокировал, блядь, тикток. Так, что тут? Аға, ассаламу алейкум, Фаргон адам. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи баракату. Ман Анджоннамман. Так, о, Мухаммад, не спишь, да, брат? Ассаламу алейкум, еще раз. Да, вот, как я обещал, ведем дальше эфир, как бы зачитываем более масштабные новости уже по всей, так скажем, России, так скажем. Мигранты массово отказываются служить в России. Насчет мигрантов отдельно будем разговаривать. Сейчас мы найдем этот видос к этому моменту. В тот день я уже об этом вроде показывал, да, говорил об этом, да, в тот раз. Ну, эта тема прям у меня, блядь, осела, да, так скажем, что... как раз вот эта тема и стоит тут, блядь. Мы слушали уже об этом, но слушать, наверное, все уже прослушали, наверное.
Я уже не знаю, закинул это или нет уже, так скажем, тема устарела, но она не должна быть забыта. И вот эта Лига свободных наций пишет. Мигранты массово отказывают служить России. В Приморском крае бывшие вагнеровцы совершили набег на местную стройку. В Приморском крае. Опять это, блядь, нахуй. Приморье сраное, блядь. Уссурийский, блядь, нахрен. Владивосток. Вроде бы там, я так понял, если Приморье, блядь. В Приморском крае бывшие вагнеровцы совершили набег на местную стройку и угрозами депортации попытались заставить работяг узбеков подписать контракт, обещая взамен российское гражданство. Если помните, men sizga уже bir vaqtlar aytgan edim ekanda, o'zimni obim Узбек endi Moskvada aytadi menga, еще это 22 год, еще мобилизация, хуизация, пока еще это почти не было, так скажем, или было уже, как бы еще не было объявлено. И тут, получается, были такие вопросы у него. Вот когда-нибудь он может меня увидеть в этих эфирах, блядь, ну пусть это останется как раз для него. Эфир как кусочек минут для него. И вот этот брат мой с Андижана, ну, как и я родом с Андижана, он говорит, как ты думаешь, говорит, пойти может, блядь, говорит, в армию, блядь, и получить паспорт? Я говорю, долбоёб. Если он бы захотел бы, я ему 1000 раз уже паспорт это сделал бы, блядь, нахуй, в Башкортостане, блядь. Легко и просто. Но этот долбень, понимаешь ли, сам по себе, ну, такой гордый, да, наверное, я не знаю, блядь. И в итоге, получается, он мне такой, блядь, может пойти и мне дадут паспорт. В Сахарово. Это Подмосковье Сахарова, где, блядь, все казнят там, нахуй, этих приезжих. Я его уговаривал, блядь. Очень долго уговаривал. И тут хуякс мобилизация. Ну я и уехал уже, блядь. Но я ему напоследок сказал, хуйней не страдай, блядь, забей и пиздуй домой. Или сиди, не рыпайся, работай. Где он там работал, где там, блядь, работал он. Вот так вот. Поэтому, исходя от этого, это конкретно тот показатель наезда на моих земляков-узбеков, что мы, узбеки, видя это, мы должны презирать. Мы должны ненавидеть этих узкожопых, блядь, раз и навсегда. Вспомнить всю историю, блядь, нахуй, как нас гнобили. Нас заставляли, нахуй, стучать на друг друга, блядь, нахуй. В тюрьмах, нахуй, нас тоже давили, блядь. Везде обзывали, нахуй, чурками, блядь. Вот это все мы должны это помнить. Siz har vaqt esingizda bo'lag'ati ish bu bir. Har vaqt. Buni sizlar unutmash keraksizlar hech qachon. Sizlar o'zinglarni o'zbek deganiga menga pomnyo bitta ukaxon menga aytuvdi bir baytlar. O'zbek o'ziga bek deb bittasi menga aytdi deydi. Ну, он молодой таксист, короче, в Москве. Я после армии, когда работал в Москве, он, получается, был, так скажем, извозчиком всех. Тогда еще навигаторов не было, Яндекса не было, ничего. Он работал. И вот он мне в свое время, помню, говорил, встретил какого-то, подвозил, говорит, чеченца, и спрашивал он нацию. У чеченцев есть привычка, блядь, конечно, хуевая, спрашивать сразу нацию, блядь. Потом начинает диалог. Уж, я так понимаю, ихний какой-то хитро выебанный ход, да, поняв нацию, потом уже строят диалог они, блядь, как вести себя. Ну, вот такой ебанутый характер. В итоге, короче, хуй с ним. И вот он тогда сказал, говорит, мне, что узбек, как переводится, или что, вот такой разговор, наверное, был. И вот он ему, говорит, ответил. Узбек, значит, өзіге бек. Значит, если өзіге бек, это в переводе от этого на русский, то закрытый, себе закрытый, себе закрытый. Вот, себе закрытый. Исходя от этого, өзіге бек, себе закрытый человек сейчас опускается перед этими узкожопами. Вот это и есть горурлок. Вот этот момент и нужно показывать свою гордыню. Вот здесь нет зазорности, нет позора. Уничтожить, блядь, Москву, разобрать на кирпичики. Вот наша задача.
А унижаться, ты можешь там перед своими папой, мамой там, если тебе что-то там, они прикажут там, иди сходи туда-сюда. Вот это может быть унижением. А вот перед вот этими московскими тварями унижаться не стоит. Подавно где-то в ебенях Приморья еще подавно приходят какие-то убийцы-вагнеровцы. Я в тот раз уже в эфире говорил и сегодня, закатать в бетон. Вот вы в грязных сапогах там стоите, вы должны были закатать этих 5-6 человек, блядь, в бетон. Там толпа 50 человек стоит, блядь, по струнке смирно, блядь. Меня вот это и обижает, блядь. Это меня вообще не то, что огорчает, блядь, ниже плинтуса, блядь. O'ziga bek odam, блядь, bularni ashu kerzovi nima qanaqa etikda bo'lgan bo'lsang, ashimlar dafsab yerga, блядь, tiqib yuborish kerak naxuy. Amiga tiqib yuborish kerak mana shunaqa o'rislarni, блядь, hammasini, которые, блядь, пошли посягательством на твою честь и на твою жизнь. Понимаешь ли, трудяк, блядь, на стройке выдергивает на войну. И говорит он, блядь, таким хуевым, блядь, издевкой, блядь, типа, отказывайтесь от 210 тысяч, блядь, нахуя твои деньги сраные, кровавые нужны, блядь, чтобы потом, блядь, всю жизнь говорили, блядь, нахуй, что твой отец убивал украинцев? Вот этого вы ждете? Вот поэтому каждому башкирту и татару я об этом долблю уже, я не знаю сколько, блядь, вы заебали реально. 2 года вот я как съебался с мобилизацией, блядь, вот с тех пор я это твержу всем. Выезжайте, уезжайте, валите нахуй оттуда, если вас забирают. Не забирают, не идите, а вы сами идете подписывать. Унижение, это тоже то же самое унижение, стоять без кирзачей на стройке, но зато из дома вас забирают, блядь, как идиотов. Вот это тоже унижение. И после этого, если вы будете дальше унижаться в таком темпе, конечно, блядь, не то что украинцы, да весь мир нас не будет любить, ненавидеть будет, блядь, что мы такие чмошники. Я считаю, что вот такими темпами, да, ведь, блядь, если дальше все это так пойдет, блядь, нахуй, эта сраная война не закончится, блядь, то мы никогда нахуй не ебанем Москву. Потому что неким будет идти туда, блядь. Кого мы будем звать, блядь? Как я всегда говорю, блядь, с Бангладеша заказывать, может, будем людей, которые пойдут за нас, блядь, на Москву. Ну, с Бангладеша тоже не долбоебы, блядь. Просто так не приедут, им надо платить. Может, за деньги, может, мы как-то вымандим оттуда. И то, блядь, они не долбоебы. И также в Африке то же самое. Они не идиоты, им нахуя чужая война нужна. Это только нам нужно. Поэтому украинцы правильно говорят, эта война нужна только нам. Нам никто не поможет, даже турки ваши, блядь, татаристы ебаные. Вам турки ваши нихуя не помогут, поймите, блядь. Дочитаю уж. Только скажите, что по-русски не понимаете. Так свою речь начал вербовщик-шовинист, пытающийся демонстрировать свое пугающее превосходство над узбеками. Вот, видите, что я тоже это заметил. Никто не впечатлился, ни один не захотел подписать контракт и воевать за Россию. Еще один узбек в Волгограде, получивший российское гражданство, только в прошлом месяце отказался служить в ВС РФ и зато его собираются депортировать. Люди начинают понимать, что для России они лишь расходный материал, и не считают потерю ее гражданства какой-то трагедией, пусть русские сами воюют за свою империю, а не прячутся за чужой спиной. И тут хочу подметить именно для узбеков. O'zbeklarga o'zbekcha gapiraychi. O'zbeklar mendan xafa bo'lmash kerak. Men achchig'ini aytaman, achchiq bo'lsin. Ko'zlaringlardan yosh chiqsin. No, men sizlarga betinglarga aytaman. Bu o'rislarni o'yiniga bizni aloqamiz yo'q. Padavni biz, latni men hozir endi Boshqirdistondanman. Sizlar O'zbekistondanmisizlar? O'zbekistonliklarga qaytib ketinglar. Uyda o'tiringlar. Bo'ldi. Yoqmaydi ekan uyda o'tirgani. Kelinglar mana Yevropaga. Men hammanglarga yordam beraman deb turibman. Yevropaga kelinglar, yo'l yo'rig'ini ko'rsataman, nima qilishni aytaman. Kelib pulinglarni topib ketaverasizlar. Bo'lgan u Rossiyada. Qanaqadir yog'och pulni qidirib 0 bo'lib ketdi u. 100 dan o'tib ketdi kursi уже. Bo'q bo'ldi u pul. Yevro, dollar katta pul bo'lyapti. Mayerga kelib ishlanglar. Pulni sevganlar. Сейчас загружу это.
Поэтому вы не думайте, что вот так вы будете, блядь, в этой сраной русне кормить весь Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Вы не думайте об этом. Вы чуть-чуть хотя бы пример берите у своих туганов, казахов. Казахлар давно кутах кует шығып кетті Россияге. Ну, понятно, манкурты там тоже есть, которые родились вот в России и так далее, и так далее. Понятно, с них, блядь, спрос, они сами спросят с них, блядь, это не наше личное дело. Вот мы будем спрашивать, блядь, у башкиртов, у узбеков, у татар. Вот у меня 13, я у них буду спрашивать, блядь. Да, вы скажете, кто ты такой спрашивать? Да, я за свой народ, блядь, пытаюсь бороться. Я должен спросить это, чтобы вы, блядь, не умирали просто так, блядь. Если уж вы хотите умереть, если вы хотите реально что-то сделать в этом мире, то подключайтесь под нашу, как говорится, дивизию, так скажем, будущую, которая пойдет на Москву. Рано или поздно, нахуй, мы будем уничтожать эту Москву. Если даже с Украины что сейчас они замнут, блядь, мы не успокоимся. Мы будем все равно дальше работать над этим. Да, вы думаете, наверное, мы хуй забьем на это все дело. Нет, я так тоже иногда думаю, может забить хуй на все это дело, блядь. Но нет. Нет. Почему? Потому что задача, так скажем, будущего государства Башкортостана, Татарстана, также Ичкерии и Дагестана состоит в том, чтобы мы, мусульмане, не сдаемся. Мы не сдаемся никогда. И вам ясный пример, вот этот, который корреспондента мы сегодня слушали в первых, сегодня днем слушали Айсину, Руслана Айсину, корреспондент был вот это Фарух, короче, да, ну, явно, наверное, узбек или таджик он, рассказывал он конкретику внутри, прям конкретика говорил про Сирию, как они все это делали. И вот их задача была 5-6 лет. 5-6 лет они добивались вот этого всего. Вот, исходя от этого, 5-6 лет без мы можем, блядь, организоваться так сильно, что Москва там будет трепещать, нахуй, чтобы мы к ним не подошли. Поэтому я считаю, блядь, нахуй, первое взятие Башкортостана с Татарстаном, это будет наш выигрыш. Когда мы выгоним оттуда этих всех манкуртов и задрочим, блядь, узкожопых, нахуй, там, которые будут выебываться против нас, вот только тогда мы сможем, блядь, усмирить Москву. После этого уже до Москвы, может, даже нам идти не надо будет, нахуй. Они просто сами уберутся, нахуй. Вот и все. Поэтому, блядь, суть, в первую очередь, взять Башкортостан с Татарстаном. Эти территории, да, само собой, с добавлением. Это не забывайте, всегда я об этом говорю. Добавление до Ненеции. Я его теперь красиво называю Ненеция, блядь. Ненецкий автономный округ, если видите, наверху на карте, если кто не помнит карту, наверху, где новая земля, это все территория будет Башкортостана и Татарстана. Поэтому, исходя от этого, Коми, слово Коми и Перем, блядь, эти вещи вообще мы забудем. Этих земель не было нахуй и не будет. Этих земель не будет. Внутри там будут, внутри Башкортостана они будут. Народ будет. Мы-то народ не сожрем, блядь, как этот, сука, Путин, блядь, всех под мясорубку. Мы реально им, как говорится, дадим все возможности, чтобы они жили там. Вот и все. Но вся эта территория будет называться Башкортостан и Татарстан. Все, вот можете на него прям смотреть, любоваться. Горизонтально можете написать, вертикально. Но это все будет вот так в длину, блядь. Начиная с Кувандыкского коридора внизу Казахстан до Ненеции будет это весь Башкортостан. В длинные. Вот эта территория полностью хотим, как говорится, мы оприходовать. Почему? Потому что эти земли, как говорится, ничьи. Ничьи эти земли. И эти земли Аллах Та'алямныке. Значит, получается, пора, как говорится, над ними рулить нам, башкиртам и татарам. Вот и все. Сейчас, сейчас, стрим. Просто это запишу. Просто вот этот ТикТок фиговый, что... ТикТок постоянно надо записывать, там, ну, понимаете, да, давать им, блядь, это название туда-сюда, надоело, блядь. А мне эфиры просто выключили, я уже в эфирах не хочу. Вот один эфир уже 14 человек посмотрел, и другой 18 уже посмотрели. Понимаете, как реакция идет?
Реакция идет конкретная по интересам людей. Почему? Потому что там, я же говорю вам, весь Казахстан болеет за Башкортостан с Татарстаном, за Ичкерию, и за Дагестан и, конечно, за другие регионы тоже. Шунарға по максимуму, у кого есть ТикТок, Башкортостан, Татарстандан, подписывайтесь тоже там. У меня там хоть остался название, это, да, ведь первое название Ютуба, меня же заблокировали. Башкортостан Алга называется, там тоже мой ТикТок, Башкортостан Алга. Все легко и просто. Как говорится, можете подписываться, у кого есть ТикТок. Там выкладываю все такие мелкие, так скажем, видосы. Все свежее там постоянно. Так, идем дальше. Лидер сирийского сопротивления ХТШ Абу Мухаммад Аль-Джулани в интервью с CNN заявил, ну вроде бы даже не пожилой лидер сирийского сопротивления. Этот режим Асада мертв. Мы создадим правительство, основанное на Народном совете. Аль-Джулани подчеркнул важность толерантности и сосуществования различных групп в регионе. Никто не имеет права стирать другую группу. Эти секты существовали в этом регионе сотни лет. И никто не имеет права их уничтожать. Он также отметил необходимость реформирования системы управления Сирией. Сирия заслуживает институционной системы управления, а не такой, где один правитель принимает произвольное решение. Лидер ХТШ подчеркнул долгосрочную перспективу своих планов. Мы говорим о более крупном проекте, о строительстве новой Сирии. Вот мы об этих мыслях уже где-то разговаривали постоянно, мы обсуждаем об этом, да, ведь мы постоянно сюля барам битенда. Вот ихняя тактика мне уже нравится. Вот эту тактику мы тоже будем пользоваться в новом Башкортостане и в Татарстане, само собой, я думаю. Почему? Потому что они за эти 5-6 лет поняли, что ихнем диком пространстве подобие Афганистана ебанизм. Вот в Афганистане идет ебанизм. Вот до сих пор. Вот сегодня, когда как раз таки где-то натыкался, блядь, на их ебанизм, то, что в Инстаграме, блядь, у них, блядь, отменяют акушерство, блядь, женщинам, что-то, блядь, и мужчинам, что-то там, и это, блядь, смотреть нельзя, слушать нельзя, женский голос. Уже глубокий маразматический ислам они зашли. Это полный ебанизм. Потому что во время пророка явно такого не было, чтобы женщины не говорили, блядь. Где такое видано, нахуй, да? Поэтому какие они, блядь, книжки читают, эти гондоны, тупорылые афганцы, блядь, я не могу понять. Поэтому, когда мы будем строить диалог с ними, вот этих тупорылых мы, само собой, снесем оттуда, нахуй. Эти тупорылые афганцы нам не нужны, блядь, в правительстве. И поможем афганским женщинам и всем, как бы, развивающему народу Афганистана таким же образом создать нормальную траекторию, блядь, а не то, что сейчас там творят эти узкожопые и афганцы вместе подружились, понимаешь ли. Два ебанутых, блядь, так скажем, сопротивления друг другу, блядь, решили подружиться. Но маразм и в России крепчает, и в Афганистане также крепчает. Ну, получается, нахуй, что-то друг друга, блядь, они учат или что, я не могу понять. Исходя от этого, афганский, блядь, маразм, само собой, это не наша дорога. Башкортостан с Татарстаном будет цивильным, демократическим пространством. Как я и говорил, блядь, мы не будем, нахуй, мозги ебать даже голубым, лесбиянкам и так далее. Просто они в Башкортостане и в Татарстане не будут никакого голоса иметь. Они просто могут приехать, жить и все. Но их, блядь, мы не должны даже никогда, блядь, в новостях слышать про них. Вот примерно вот в таком лозунге они будут жить там. Мы их не должны видеть нахуй там. Но это не говорит, что это отменяет, что Башкортостан и Татарстан не будет исламским государством. Однозначно будет исламским государством. В первую очередь, исламское государство, Башкортостан и Татарстан. Это не отменяется вообще. Ислам в первую очередь, а потом уже правительство. Вот примерно вот такая система должна быть. И в идеале, в парламенте, которым будет в Башкортостане, в идеале будут находиться только мусульмане.
Другие ушлепки, которые не читают намаз, мы их туда подводить не будем. Будут только те, которые читают намаз. Каждый день, в каждую пятницу, кто будет ходить в мечеть и так далее. Вот такие народы, такие люди в Башкортостане, башкортлар, хамтатарлар, будут главенствовать в парламенте и так далее. А всякие хуеплеты нам не нужны. Они будут в низких категориях там, внизу, пока, как говорится, не одумаются о намазе и об исламе. Примерно так. Об этом я никогда не говорил, вот сегодня решил сказать. Так, сейчас, секунду. Ну, запись в ТикТок идет. Просто на всякий случай я записываю в ТикТок, но вообще 2 эфира веду, потому что ёбнуть могут этот канал мне опять, блядь, уроды, душманы. Северный Кавказ. Федералы захотели, федералы сделали. Они практикуют, как отключить нам интернет. Интернет вырубили, кстати, на Кавказе сегодня. Прикиньте, да? До такой степени, туганлар, мы опустились, даже нам хотят томчылап, капли давать интернет. Ну это же вообще пипец, да ведь? Это же вообще жестко. Там уже в другом канале скидывали мне этот лимит. Помните, в Узбекистане были талончики, талон на хлеб, талон на масло. Вот вам тоже дозированно, наверное, будут давать талоном интернет. Там на одну семью 1 гигабайт. Там больше детей, значит 5 гигабайт. Заталонят нахуй вам интернет, блядь. Дальше, если молчать будете, блядь. Там даже VPN не работал. Ну вот, видите. Вот я говорю, там талон будет. Давайте прослушаем, о чем говорят. Но еще не загрузилась. Интернет работает очень плохо, потому что Роскомнадзор заблокировал интернет Дагестану, Чечне, Ингушетии. Поэтому до завтрашнего вечера будет вот так. Что-то работает, что-то не работает. Это было все без предупреждения. Даже списка нет сайтов, адресов, которые заблокированы. Если бы мы знали, федералы захотели, федералы сделали. Они практикуют, как нам отключить интернет. Когда они захотят, получится ли у них так быстро это сделать. Так что ждите, пожалуйста. Ну, так, и то это не точная информация, что они завтра прям включат. И WhatsApp тоже очень плохо работает. Ну, короче, все работает очень паршиво. Это у всех провайдеров, так что это не в энергоинфо. Тут вспомнил как раз, если помните, блин, микрофон забываю. Если помните, короче, летом до этого геморрой был в Махачкале, воды не было или что-то такое, канализации не было, что-то такое, помните? Блять, сколько можно это терпеть? Туганлар, ну это уже, блядь, ни в какие рамки не влазит, поэтому я считаю, что Дагестан и Чечня вместе должны подняться. Кровь из нос, даже если мы друг друга не любим, мы должны подняться. Ради уничтожения Москвы мы должны подняться, решить эту проблему, а потом уже, как говорится, там любите, не любите друг друга. Главное, как говорится, общий язык найдется после Москвы. А сейчас нужно действовать совместно. Это получается унижение Дагестана, унижение Чечни, потому что, блядь, нахуй, Кадыров, блядь, там, получается, блядь, рулит, блядь, всей Чечней и пытается еще нос сувать в Дагестан, блядь. И вдобавок еще, блядь, нахуй, вот этот интернет, нонсенс вообще, да, блядь. Еще дальше завтра что вырубит там, блядь. Там так и так мизерные зарплаты в Дагестане, блядь. Самые ничтожные зарплаты в Дагестане были тогда и сейчас. Не говоря о пенсиях и так далее. Там же условия атас. И как бы там выживает только ушлый, а другие там еле концы концами сводят. Поэтому там, я считаю, тоже половина из них идут на войну из-за денег. Поэтому это не жалко вам? Мне, допустим, даже вас жалко. Потому что это народы, которые, как говорится, пострадавшие от Москвы всю жизнь. И мы не должны, как говорится, друг друга, как говорится, забывать. И не говоря о том, что, ну, если честно сказать, не говорил, наверное, никогда, у меня есть родственники, короче, в Дагестане, да, так скажем. Хоть и
непонятном, получается, положении люди, но все-таки у меня племянники наполовину дагестанцы. Я, наверное, об этом не говорил никогда. Вот так вот. Поэтому, Туганлар, нужно действовать совместно, и с Кавказа, снизу, однозначно нужно будет с Украиной вместе, а мы справа, с Урала, так скажем, да, ведь, идти в Москву, чтобы, блин, додолбить, блин, как говорится, этих крыс, блядь, путинских, всех. Ну, в первую очередь, конечно, уничтожить свои земли. Где вот манкурты засели, вот это мы должны будем закрыть эту тему. Печальная, конечно, история. Интернет самая такая нужная вещь, они его как бы глушат или что-то в этом роде делают. Так, идем дальше. А вот здесь я прочитаю комментарий. Комментарий очень длинно написано, чтобы люди не обиделись. Ты наш, получается, брат. Ой, да, братан, не говори. Короче, у меня зять дагестанец, так получается. Я же говорю, у меня интернациональная семья, кого только нету. Я в тот раз говорил, даже против узкожопые тоже есть. Но не в моей крови, не в моей крови. Вот так вот. Так. Вот этот не понял, Денис Самсонов. Калымек, Качип, Кучеркут, Табылат. Ни хрена не понял, что за язык. Так, свобода башкирам, слава Украине. Так, вот meni ham mahallamda boshqirt oila bor. Juda yaxshi oila. O'rtog'im qiziga uylangan. Nurzoda ikkita boshqirt yigit qochib kelgan Ufadan urushga bormaslik uchun do'st bo'lib yuribmiz. Choyxonaga, masjidga borib yuribmiz. Alhamdulillah, rahmat katta. Men o'shanga aytaman-da, O'zbekistonda millatchilik bo'lmagan, yo'q ham. Millatchilik yo'q u yerda. Любой, блядь, мне может что-то пиздеть. Когда мне постоянно давили это, особенно татары, ебли мне мозги, что вот узбеки гнали нас. Из Таджикистана гнали нас. Кто вас гнал? Придурки. Вас никто не гнал никогда. Ну, это чисто, это как бы не дагестанская тема, но имеется в виду, вот отвечая на этот комментарий, да, с Узбекистана никогда никого никто не гнал. Особенно нам они говорили, что, вас тоже выгнали? Нет, мы сам по собственному желанию приехали. Нас никто не гнал. Но и кого там они говорят гнали, их тоже не гнали, они пиздят. Вот и все. Поэтому в Узбекистане нету нацизма и не было. Да, может там междуусобные конфликты были, там в школе, там, блядь, подрались, блядь, с кем-то, хуй за что, блядь, непонятно, да? Вот это может быть, оно везде есть такое, блядь. Но из-за того, что ты там татар, крымский татар, там, или урыс, или еще кто-то, никогда. Никогда. И в том эфире, в одном эфире я вам еще рассказывал, если даже это гнобение идет с узкой общины, если помните, я рассказывал, напомню, из узкой общины, когда бьют одного, никто из узкожопых не скажет, не бейте его. А они, наоборот, поддержат и будут хлопать в ладошки. А у нас в Азии, всей Азии, я могу гарантировать, скажут, даже и в Дагестане, само собой, я думаю, такое есть, и в Чечне есть, скажут, все отставить. Кто-то из них скажет, зачем бьешь? И придет в защиту. А у узкожопых нету этого. Нету этого. Мочите нахуй, они будут говорить и радоваться, и смеяться. Понимаете смысл? Вот где разница. Нацизм и не нацизм Узбекистана. Поэтому не нужно, как говорится, хуй с пальцем сравнивать. Поэтому, исходя от этого, я надеюсь, вот этим нацистам ответил, как говорится, вы ведете себя. Поэтому узкожопых никто не любит. Никто. Не зря же говорит, блядь, и Грузия говорит, нахуй узкий корабль, да, в тот день слушали там 3-минутные заявление одного грузина из политик какой-то говорил против Москвы. Поэтому, исходя от этого, русским, которые живут в Башкортостане и в Татарстане, поймите одну вещь. От нас вы нацизм не услышите, если вы разговор к этому не приведете сами.
из вас, как говорится, тоже можно сделать людей. Но для этого, как говорится, вы хотя бы присмотритесь на нашу адекватную жизнь, на наши жизненные позиции. И в Башкортостане, и в Дагестане, и в Узбекистане, разницы нет, в Казахстане. Вы же сами к этому подводите. И вы в первую очередь кидаете, как сказать, блядь, вот этот удар, так скажем, блядь. Вы кидаете эту грязную, блядь, систему, блядь, на нас. Подобие Бастрыкина и всякого это ихние шушеры, блядь. И вы этого не можете понять. И поэтому с хорошими русскими или плохими я все равно пока не рад, так скажем, к встрече. 5 секунд. Так, уже 20 человек, 23, 22, 22 человека уже посмотрело. Людям вроде бы второй стрим больше понравился. Второй стрим смотрит 22, первый стрим 16 посмотрели, второй 9 уже смотрят людей. Надеюсь, они репостят. Они вот мне, как украинцы говорили, репост мы будем делать. Украинцы репост делают, получается, ну, 400 чем-то уже репостов там. И потом мы перейдем в ТикТок отдельно, потом будем читать комментарии украинцев отдельно. Там очень много этих нюансов, половины я не понимаю. Так, кто-то пишет. Мне родители тоже ставили в пример нет не сына подруги, а моего старшего двоюродного брата. Вот посмотри, Эдик. То Эдик, ее все, Эдик институт закончил, Эдик в столицу уехал. Учись как Эдик, будь как он. Но однажды на очередное сравнение меня с братом я ответил, такие родители у Эдика-то не вы. Может, в этом дело? Больше не приставали. Ну, это какой-то анекдот, блин. Так, идемте дальше. Так. Так, это пишет, наверное, вот этот хозяин Куштау. Я же таки не раздобыл, кто хозяин Куштау, но теперь подозревать начал хозяин Куштау, вроде бы это американские башкортлар. Вот, мне кажется, оттуда волна идет. Оценивая возможности противостояния оккупационного режима в Башкортостане и самой России в целом, пришел к выводу, что башкирское национальное движение должно обратить особое внимание на важность вопроса противостояния агрессивной кремлевской пропаганде. В настоящий момент мы не располагаем возможностями для ведения партизанской деятельности, но ведение информационной войны для нас всегда открыто. Важность разоблачения пропагандистских нарративов заключается в том, что это позволит защитить население республик от манипуляций, будет способствовать формированию объективного общественного мнения о том, что Башкортостан фактически является оккупированной страной, колонией России, а сами башкиры угнетены, ограблены и притесняются. Антибашкирская сущность деятельности оккупационных структур, так называемый Башлык, Республика Башкортостан Ради Хуевич, насквозь коррумпированные преступные правительства, Республика Башкортостан и так далее, должны быть разоблачены. Необходимо заострять внимание общества на фактах, свидетельствующих о целенаправленной политике Кремля по систематическому уничтожению всего башкирского в нашей республике. Формирование объективного общественного мнения позволит сделать легитимным башкирские национальные структуры, личности, а в последующем и конкретных действий общества в целом в Башкортостане по обретению самостоятельности, независимости. Выдержки из телеграмма Башпартизан 89. Башкирт с позывным Капсак. Что за это? Башкирское сопротивление. Интересно. И вот Капсак какой-то написал эту тему. И там сейчас 6 комментариев. Давайте так, сейчас. Забыл это подключить ТикТок. Прочитал это, ладно. Блин, микрофон тоже куда-то трогал, но там, блять. С меня нихера не оператор. И вот, 100% может не согласен я, конечно, всем этим высказываниям, но 99% точно я согласен то, что он говорит. Примерно, так скажем,
пропагандистские нарративы и, так скажем, вот это, от этого получается избавить башкиртны хам татарны в Башкортостане и в Татарстане. Первая задача наша всех, которые борются против Москвы. Но этого не хватит. Этого мы уже 1000 раз говорим, каждый день об этом говорим. И тем самым я хочу дополнить вот это его высказывание о том, что всех этих формирований мнений, как он говорит тут, формирование объективного общественного мнения, оно уже у нас есть. Оно у нас есть. Мы просто должны войти в Башкортостан с Татарстаном и сказать, что уже мы созрели и мы идем на Москву. Кто с нами? И все на этом. Разговор будет коротким. Не нужно, как говорится, разводить там демагогию меня, Кыпчака этого. Я же говорю, постоянно узнаю, что очень много всяких телеграм-каналов пооткрывали, то все. Пытаются люди разгонять эту тему, пытаются войти в головы башкиртов и татар. Но вы тяжело идете, очень. Вы не можете осознать, что СССР уже нету. Есть эта пидорасия, в котором, как говорится, вы рабы. Понимаете? Вы думали, что раньше жили в СССР и как бы хорошо все было. Окей, но это уже прошло. Пришло наше время. Время молодых, которые не хотят жить в этом, блядь, гестаповском, блядь, мире в виде, блядь, России. И поэтому вы должны, как взрослые, поддержать нас. И я же не говорю бабайларга, әбилерге. Я говорю 30 и 50 лет. Нам нужно собираться. 30-50. Вот этим мужикам нужно собраться, защитить наших баб, детей и стариков. Вот наша задача. И это касается как раз то, что я читал до этого, касается всех регионов. И Дагестан, и Ичкерию, и так далее. У них тоже такая же тема, я уверен. И Бурят, и Алтай, и Якутов. Поэтому первая наша задача, это, как говорится, поднять вот этот народ. И как раз-таки сейчас вот отвечу украинцам, которые вынесли мне мозг в ТикТоке насчет того, что как вам помочь, как вам помочь. Давайте еще раз попытаюсь это объяснить. Помочь нам вот именно нужно таким образом, чтобы вот эти Русланы Габбасовы, Кашаповы, я, еще кто-то, которые никак не могут достучаться до украинского правительства, нужно донести им одну вещь, вот мою мысль, что мы готовы, нам нужно, как говорится, это как бы высказать на весь мир. Я же не могу вот здесь говорить, себя еще даже не показываю, да, ведь говорить это, и меня слушает только маленькая аудитория, а для этого нужно выйти, сказать куда-то. Но Габбасов и Кашапов об этом не говорит. Они не могут это говорить, что ли, я не знаю, боятся, что ли, я не знаю. Нужно сказать, что нам нужно пойти на Москву. Все, вот это, блядь, 2-3 слова. А потом уже косвенные вопросы появляются от этого. Как? Сразу вопрос появится как. Как они говорят же, как помочь. Вот это и есть помощь. Мы же у них не просим денег, мы же у них не просим солдат и так далее. Мы не просим ихнюю такую физическую помощь, мы просим ихнюю моральную для начала помощь, чтобы это все вынести на орбиту, блядь, дискуссии всех людей. После этого только уже можно будет собрать башкиртов и татар, которые приедут к нам, понимаете? Просто так же я не могу себе вот сюда нахуй в хату звать вас, блядь. Я же не могу вам гарантировать, что я вот сейчас вам дам автомат, приезжай, автомат. Я же не могу так. Я кто, блядь? Никто. Поэтому, исходя от этого, нужно говорить с правительством какого-то государства. А это государство не Сирия, нахуй. И не, блядь, Турция. Не Америка, блядь, а это Украина, потому что Украина сейчас в боевой готовности, а Грузия может быть стать боевой мишенью, так скажем, блядь, Москвы, если дальше вот эта хуйня не утихомирится у них, блядь. Поэтому, исходя от этого, блядь, очаг войны может вспыхнуть и там. Ну, Аллах согласен, конечно, но по крайней мере. Поэтому, исходя от этого, есть только один вариант – помочь нам, блядь, нам, вот этим вот, блядь, которые ходят туда-сюда, вокруг да около. Ахмад Закаев, его сын, говорят, там в Украине служит.
против Москвы, но они же не идут на Москву. Вот моя задача – пойти на Москву. Я лично сам вас поведу. Понимаете, я лично сам, блядь, вот появлюсь нахуй и поведу. Первая задача, блядь, до этого, блядь, дойти, нам нужно, блядь, вот это мое высказывание вытащить на всю орбиту, блядь, на весь мир, донести это, блядь, чтобы башкир-татар увидел меня, и увидел вот этот контингент, который соберется возле меня и сказал, я с вами, туганлар, понимаете? Может, к этому моменту и другие народы подтянутся к нам, понимаете? С других вообще республик скажут, мы тоже против Москвы, давайте вместе уничтожим. Вот же в Сирии тоже и узбеки есть, и таджики, и кыргызы есть, там мусульмане. Они же там все вместе, потому что они с одним флагом идут. Ислама. Ради Аллаха они идут. И мы также ради Аллаха должны уничтожить Москву. Это наш джихад, это наша цель. А народ не может этого понять. Я не могу это донести, я же не могу, вот я же говорю, один YouTube закрыли, там TikTok, окей, в ТикТоке только сидят контингент, Казахстан и Украина, все, там нету других контингентов. Мало там, пару человек сидят с Башкортостана, с Татарстаном, наверное, и то им похуй, им ха-ха, блядь, им, блядь, смех в жопе играет до сих пор, блядь, детство, блядь, задница. Вот примерно, надеюсь, ответил. Ну, это все в голове у меня. Не могу, блядь, высказать это все, блядь. Кому-то я могу высказать это. Вот как эфир, я не могу это выкласть, блядь. Меня куда-то надо записать, наверное, надо, блядь, свои мысли. Ну, примерно я донес эту мысль. В первую очередь, чтобы что-то сделать, нахуй, надо, блядь, нахуй, поднять себя. И потом уже к тебе, чтобы подтянулись люди. Вот я считаю, блядь, Габасов же себя уже туда-сюда, как выскочка, появлялся. Я думаю, блядь, за Габасовым нужно держаться. Хотя бы за ним надо держаться тогда. Если вы его видите, он что говорит, если вам он нравится, если вы топите за него, вы должны за него держаться. Мы вот на одной волне, грубо говоря. Ну, есть у него какие-то кривые действия, которые я додолблю, доравняю я его, если встречусь. Но в данный момент народ нужен нам. Мы вдвоем не можем пойти на Москву, понимаете? Руслан и, так скажем, и я, мы вдвоем не можем пойти, понимаете? Если даже увидимся. Даже, окей, Иршат говорю, вот этого, Ишмурат Хазрата, если мы возьмем даже со Страсбурга, тоже мы не можем втроем идти. Понимаете? Ну, нас мало. И исходя от этого, как говорится, как рота башкирт, которая находится в Украине, тоже это не дело. Внутри теребиться не нужно нам. Надо выходить, вот Курские вышли, таким же макаром идти. И как раз сегодня слушали, как мусульмане шли до Дамаска, скоро дойдут или доходят, потом посмотрим эту карту тоже. Понимаете? Сколько уж городов они взяли? До хера. А мы? А мы что? Топчемся внутри Украины. Зачем топтаться внутри Украины, если мы можем пойти до Москвы? В чем наша проблема? В том, что вы не встаете. Вы не идете за мной. Никак не можете собраться. И самое интересное, мне пишут то, что ты куда-то уехал, там в Европе сидишь, пиздишь туда-сюда. Ну а где мне пиздеть? А у себя, что ли? Чтобы меня там ёбнули? В маски-шоу прилетело за 5 секунд? Вот и все. Вам ответ. Поэтому я могу только говорить там, где можно говорить. Об этом уже все говорят. Что можно говорить только в Европе или в Америке. Или в Израиле. Пиздеть про Москву. Только так. Так, сейчас запишу. Шунарга туганлар, я считаю, что если мы дальше и больше, блядь, мы будем вот этой херней страдать, сидеть синбар, минбар, мим, синбар, мисэн, былай біз ни хрена никогда не добьемся ничего. Это гарантия. Мы никогда не будем свободными, если мы будем пинать на друг друга. Понимаете, тут получается как? Я психологию людей примерно тоже баш түгіл понимаю психологию людей. Психология людей, она такая. Мен барсам, сен барсың, вот ошындан кейін мен барамын. Или там, сен барсаң, мен барсам, ошындан соң мен барам. Мен сен бармасаң бармайм. Сен барсаң, мен барам. Вот примерно вот такая херня, понимаете?
И таким же макаром Руслан Габасов тоже не может людей найти. Он не может найти людей. Почему? Потому что Синбар, Минбар, Синбар, Минбар. Полный маразм. Тупость идет всего. Так, сейчас догрузится. Вот уже вот стрим вот только загрузил, уже 2 человека посмотрели. Офигеть можно было. Уже 2 человека, ну, явно уж смотрят его. Потому что тут видно, как сколько смотрели. Да так, второй стрим 28 и 19. А тот стрим, который на что они комментировали, ну потом мы пройдем на него тоже, 77 900 просмотрело тот эфир. Так, тут этот комментарий прочитаю. Про Дагестан они тоже самое говорят, хотя после развала СССР они сами по собственному желанию переехали из Дагестана в свою Москву, Россию. Во. Нет, эти узкожопые, они любят и Самарканд, и Узбекистан, но в то же время презирают нас. Они любят только кайфовать. Вот покушать виноградика там, попить винца там в Грузии, чучхелы покушать там, блин, гуду, вонючий сыр грузин пожрать, блин. Вот это они любят. Чачу попить в Грузии там или в Дагестане, чем там кайфануть где-то в горах, шашлык покушать из баранины. Вот это они любят, обезьяны. А когда ты начинаешь говорить, что, как говорится, вы захватили нас, все, пиздец. Вот в чем прикол. И где-то что-то сегодня об этом еще слушал. Как раз вроде бы кто-то говорил. Короче говоря, пока неизвестно, по его словам, так получается, это территория 80/20, допустим, да, ведь захвачена, 20%, допустим, Украина захвачена, а может и 30, хз. По его словам 20, ну 20/80. 20/80 Путин этот согласится ли или нет, вот в чем прикол. Согласится или нет, вот в чем прикол, понимаете? Поэтому он дальше и воюет. Аппетит у него вот где-то стоит. И поэтому с приходом Трампа что будет, неизвестно, закончится эта война или нет. Но до Трампа она будет, была и есть. Она никуда не хочет останавливаться, эта война. И это мы должны осознавать конкретно. Поэтому я и говорю, башкиртларга, татарларга, и также Дагестан, и чеченцам, всем, хватит идти на войну эту. Вот вы перестаньте идти, вот просто тупо перестаньте идти на войну и посмотрим, кто пойдет за них воевать. Никто. Никто не пойдет. Уже в тюрьмах людей нету. Из тюрем они все вывезли, утилизировали. По идее, нам тюрьмы даже освобождать не нужно, блин. Там только Алсынова вытащим и все. Там вытаскивать даже некого уже будет. В тюрьмах, потому что никого нету, блин. Всех истребили, придурки. Может, там и нормальные люди были. Не все же там эти какие-то маньяки. Так, запись. Так, сейчас прочитаю коммент. Секунду. Так. Agar Ufaga qaytmasang, qamalasan, yo'q, kelib vatanda himoya qil deyishyaptikan. Elshad va Iftixor shu yerda uylanib qolishmoqchi. Yaxshi to'yga kelasiz og'a, xudo xolasa. Tushunarli. Bo'pti-da, shunda o'tirishsin. Ularga ayting, billa boramiz Moskvani olgani. O'sha yerda ko'tarni qisib o'tirsin O'zbekistonda. Башкорт плюс, Рахмат. Русская община точно не пойдет на войну. Вот я говорю, вот эту узкую общину мы должны, как говорится, добить. Мы должны зайти на свои территории, найти этих, блядь, шпану эту сраную, блядь, и добить. Особенно вот этого усатого. Усатый меня бесит, блядь, как бесит этот какой-то Мюнхгаузен сраный, блядь. Вот этого тваря тоже вот хочется поглядеть на него, блядь. Вот просто войти туда, блядь, нахрен и посмотреть, найти его, блядь, по всей России, найти его, блядь, и посмотреть в нашей общине.
башкир, татар, Дагестан, чеченское общение. Посмотрите на него. Вот что ты хотел? Вопрос ему задать. Вот что ты добивался? Посмотрим, что он будет делать. Как он будет себя вести. Этот Мюнхгаузен, блядь, узкожопый. Так, я же обещал комментарий почитать от той темы. Давайте прочитаем. В Стерлитамаке в зубной поликлинике сидит анестезиолог, земляк Карина Хабировой. Ему закону по барабану. Делает обезболивающие уколы и тупо собирает по 500 рублей с рыла, минуя кассу поликлиники. Никаких чеков, никаких договоров. В то же время местные врачи, башкиры, татары работают только через кассу учреждения. О, видите, какое инфо слили? Видите, армяшка, короче, в Стерлитамаке, блин, захватил стоматологию и по 500 рублей, блядь, с рыла берет. Нормально? Нормально. Вот так они, как говорится, бабки любят. Армяне вообще любят бабки, я же говорю, блядь. Цыгане, блядь. Тут ты привариваешь, привираешь, они там все левачат. Тут ты привираешь, они там все левачат. Да мне по барабану, веришь или нет. Это какой-то Кирилл уже там хуй, блядь, пишет. Зачем пишешь тогда? Пишу как есть, а то, что ты мне не веришь, мне наплевать. Ему отвечают. Возможно, все, но эти армяне за пределы выходят. И не как все они. Давайте вот всем этим придуркам отвечу одну вещь. Они огрызаются там, ну, так скажем, мелочь. 500 рублей в больничке кто-то ворует. Окей, ворует. Но самое хапуга-то это Хабиров с Карене. Карене и Хабиров, Миниханов, Кадыров. Не помню этого усатого в Дагестане. Этот узкожопый. Вот воры где сидят. Не говоря, что там Москву я уж вообще не говорю. И исходя от этого, я поэтому и говорю, что мы должны, как говорится, Аждахана бошен алырга. Это голову, как говорится, этого Аждахи, если мы уберем, это Хабиров и так далее, и так далее. А потом уже, точнее, это даже щупальцы Путина. А потом уже голову, блядь, дракона будем рубить. И яйцо Путина, помните, я говорил? Вот так вот. Поэтому, как говорится, все дело в яйце, короче. Нужно разбить яйцо Путина, и в итоге, короче, он умрет. Как этот, блядь. Чудовище и красавица, блядь. Типа того. Хмурое утро какое-то. Президент Турции, этот Эрдоган, провел телефонный разговор с российским коллегой, этим пидором, в ходе которого заявил, что Анкара поддерживает территориальную целостность Сирии. Теперь-то точно поддерживает. Просторечие было ваше, стало наше. Причем все без остатка. Это уже не турецкий ятаган в спину. Это то что-то из арсенала китайской пыты. Ох, Ерема, сидел бы ты дома, да точил бы веретено. И чего ты искал на этом Ближнем Востоке? Довольствовался бы своим дальним и следил бы, чтобы хоть его китайцы не оттяпали. Здесь уже ответим, как сегодня днем слушали от Фаруха. Фарух пиздеть не будет, я думаю. Ему не нужно это, потому что человек из системы джихадистов. Получается, он сказал, что Турция никаким боком нахуй здесь не была. Меликов, Меликов, инаным тишеге. Меликов, блядь. Домели его до Тудова, блядь. Сука, блядь. Нет, в Дагестане узкожопый рулит. Да меня вообще это угнетает, блядь. Сука. Как будто бы в Дагестане вот ждали его, как будто бы, блядь. Как будто его ждали. Я поражаюсь просто. Но пока мы, как говорится, не можем. Будем делать сабр. Войдем, найдем этого Меликова тоже. Иншаллах. И вот тут Реджепка и Путин, и эта вся херня, это пиздеж. Потому что нужно слушать то, что внутри. И этот корреспондент Фарух явно не будет пиздеть, как Эрдоган, блядь. Поэтому, исходя от этого, мы будем примерно верить тем людям, которые находятся внутри. И если даже зашел, как этот Фарух сказал, он контролирует свою часть, которая относится к этим курдским, турецким движениям. А внутри явно уж туда, куда-то вглубь, куда они ушли, в сторону моря, океана,
я чуть-чуть карту смотрел до этого, явно там, блядь, Турции нету. Поэтому, исходя от этого, там есть конкретно арабы. Если даже вы видели видос, вот, кстати, давайте вернемся к этому видосу, давайте уж, чтобы человек тоже, который отправляет, посмотрим это конкретно, вот этот видос, как они бомбят. Вот, давайте вернемся к этому. Вот, сирийские повстанцы заявляют о начале окружения Дамаска. Бойцы 5 километров от центра столицы. И вот как раз таки здесь карта. Получается, больно я не разбираюсь, но будем читать по названиям, народ разберется сам. Вот красные, а до этого все не было красным. Карта 27 ноября, 27 ноября и 7 декабря. Получается 10 дней. 10 дней. В течение 10 дней они, вот тут они шумят уже, получается, они все взяли. Вот здесь все красное, получается, это Хомс, Балбек, какой-то Балбек, Дамаскус, что за карта непонятная. Ну, получается, вот эту красную территорию они все взяли. Вот желтая территория, что такое, я не знаю. Рафах, Манбич. Это что за территория, я не понимаю, это что за территория. Короче говоря, там желтые, здесь все красные. Получается, они взяли территорию, ну, не скажу уж по километражу, но явно, если так по карте смотреть, карта обманчивая, само собой, я так километраж не могу учесть. Но Хатай, Адана, вот это наверху, наверное. Вот наверху чуть-чуть зеленое, что-то вот. Килис. Вот это Турция, наверное. Усмания, Хатай. Вот эти места, понятно, вот эти, наверное, зеленые места, это вот это, наверное, турецкие темы. А вот это все красные, это взяли Фарух, вот этот, который корреспондент, это вот это взяли партизаны или, как я не знаю, восставшие вот эти войска, которые, как говорится, исламские джихадисты. Ну вот, тут показывает, что почти что до Либанона дошли они. Либанон, это Ливия, наверное, да? Ливия, наверное, Либаноном называют. Ну, территория, блядь, наверное, можно сказать, как будто бы, как-то вот так как странная карта, но можно сказать, как Башкортостан территория. Понимаете? Вот, ну, может оно больше, я не знаю, в каком квадрате он уменьшен. Ну, явно территория, наверное, допустим, можно было бы измерить так, наверное. Из Уфы где-то до Нижнего Новгорода. Вот эта вся территория взята. Вот примерно вот такой квадрат. Примерно вот такой квадрат. Ну, можно, наверное, сказать, если с Кавказом сравнивать, то весь Кавказ, грубо говоря, до Ставрополя и так далее, вот, ну, короче, вверх, короче, грубо говоря, до Воронежа не дойдет, но примерно ниже Воронежа вот такой километраж они взяли, квадрат вот такой. Ну, не знаю, ну, 500 или 700 километров, мне кажется, взяли. Ой, диаметр. Не знаю, вот не больно до хрена. Но суть... Сейчас, секунду. Так, стрим. Записывать приходится вот здесь. Блин, 7 был. Я 6 написал. Ну, территория приличная. Итак, не знаю, как это в километражах. Надо будет потом как-то, может, выйдет километраж, где-нибудь услышим. И вот они, получается, разрушают, там самое интересное, разрушают это памятник этому черту, блядь, Асаду, блядь. Военные сирийские оппозиции также находятся всего от 7 километров от дворца Асада.
уже есть информация о локальных боях на окраинах столицы Сирии. Под Дамаском сирийцы сносят памятник отцу Башара Асада, военные, полиция и чиновники бегут из города. Лавров после переговоров с Ираном и Турцией назвал повстанцев законной оппозицией и выразил готовность к переговорам с ними. И тут момент один. Лавров и вот эти повстанцы, по идее, вообще не должны разговаривать. Потому что Лавров вообще и эти узкожопые, они кто вообще там? Они вообще кто? Вот с такого фланга надо разговаривать. Послать его нахрен. Им не нужно, как говорится, общаться вообще. Так, чуть-чуть прослушаем, что тут они делают. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. جنوب قوات الأسد عن زكي الحرة. الله أكبر. الله أكبر. И самое интересное, как он сказал, 5-6 лет к этому готовились. И Башкортостан, Татарстан и также Дагестан с Чечней также может подготовиться. Также. Нам даже 5-6 лет не потребуется. Мы более, так скажем, в нормальных условиях живем, не в тех, в которых они жили, в полевых условиях, в палатках и так далее. Если помните, всегда напоминаю этого деда Ингуша, дочка там, этот Ингушка, получается, тоже была там, из этой категории, короче. И условия там были, говорит, ужасные. Вот так вот. Он чуть-чуть, говорит, как-то помогал деньгами, говорит, что такое. Ну, вот так вот. Ну, у него само пенсионер, он, как он может помогать, да, деньгами. Ну, в итоге, короче говоря, она там встряла, и, надеюсь, она жива, и она тоже сейчас счастлива, и идут, как говорится, туда в города, выдвигаются. Плюс он говорил, вроде бы у нее там чуть ли не около 10 детей, короче. Очень много детей было у нее. Там принцип такой, он говорил, что муж умер, она выходит за другого, другой умирает, она выходит за другого. Вот таким образом увеличиваются дети. Там, короче, все идет по рукам. Там выхода нет другого. Как бы не остаешься одна, короче говоря. Так, сейчас, секунду. Да. Так, сейчас прочитаем. Почти все на верхушке это русские. Глава там какой-то ФСБ тоже русский. Вот я и говорю. В Башкортостане то же самое. Все менты рулят или манкурты и русня. Везде по Башкортостану. Вот где ни посмотри, вся русня идет в ментовку. Я не могу понять, блядь, маслом намазано, что ли. А почему? Потому что они хотят просто не пачкаться. Они просто хотят рулить, как говорится, издеваться над нами. Всегда на коне хотят быть. Поэтому они идут ментами, блядь. Я никогда не хотел быть ментом, блядь. Красножопым, блядь. O'zbeklar seni o'z bolasidagi qabul qilib qizni beradi debdi. Shunga Yelshatga yaxshi qiz qidiryapmiz. Zo'r. Молодцы. Желтые это курды. Ну-ка, еще раз зайдем-ка. Так, желтые это курды. Желтые курды. Ага, красное это понятно. И тут еще кусок зеленого что-то есть, еще непонятно. Понятно. Вот это курды, наверное, и есть территория этого уебка Эрдогана, наверное. Желтые это курды, которые держат в запасе как замена бойцов. Именно из-за курдов Турция зашла в Сирию. Красный это режим Асада. Красный режим Асада, но они его взяли уже. Так получается? Ну они же, получается, до Дамаска дошли же, вон же видео.
Ну вот тут явно, ясно не написано, но это инсайдер с Украины, короче. Ну, мы потом в дальнейшем поймем, наверное, как это будет. Ну вот Дарая, они в Дарае где-то стоят, и Дамас, 7 километров осталось, говорит. 7 километров осталось, говорит. Ну, главное, все бомбят конкретно там. Ну вот смысл, почему я об этом говорю, я рад, что там творится тоже какие-то дела. Я, само собой, всегда рад за мусульман. Но одним только я не рад, что вся тематика наша подключается в эту тему. У нас есть свои проблемы внутри этой пидорасии. Поэтому первая задача вот взять пример у этих, получается, повстанцев, которые всю жизнь жили в палатках, а мы живем в комфортабельных домах, грубо говоря, да, и терпим. Понимаете, смысл какой? Поэтому, как говорится, пока yomonni o'ylamasang yaxshilik bo'lmaydi. У нас говорят, пока плохое не будешь думать, хорошего не будет. Поэтому мы должны что-то сделать, как говорится, плохую сторону, чтобы образовать хорошее. Вот это вот так работает, по-другому никак. И поэтому мы должны, как говорится, пожертвовать, блядь, собой и пойти на Москву. Почему бы и нет? У нас, как говорится, масштаб вот этого, так скажем, сирийского, ну, трудностей, да, у нас нету. У нас нет таких масштабных проблем, как у них там. И поэтому у нас очень будет легко это все делается. Почему? Потому что особенно, где они жили, явно у них не были оружейных заводов и так далее. А у нас все есть. Как сегодня кто-то подметила, дроны, говорит, в Башкортостане делают, украинка, кто-то написал, я говорю, подправил ее, не в Башкортостане, а в Татарстане. Алабуги делают дроны эти чертовые. В Башкортостане не знаю, конечно, если что-то появилось, напишите, кто знает. А так вроде только в Елабуги делают этот дроны иранские, эти шахиды чертовые. Никак его добить не могут дронами. Вот, поэтому внутри Рашки у нас оружия хватает. А в Сирии явно у них были проблемы с оружием. Поэтому они 5-6 лет накапливали оружие и потом уже пошли. Ну и попутно, конечно, они все брали, оружейные склады узкожопых. И из-за этого у нас как бы оружия этого полно. В первую очередь нам надо народ поднять. У нас зато народу нету, который хочет пойти. Ну, опять, как всегда, вот этого ушлепка поставили. И Хинштейн приступил к исполнению обязанностей губернатора Курской области. Самое интересное, я же говорю, Майкл Наки тоже еврей. Чмырит этого, блядь, называет мразью, короче, этот мразь. Гей-клубы Москвы облачились в траур. В них плач и скрежет зубовный. Депутат Хинштейн, назначенный губернатора Курской области, покидает столицу. Бедолаге на новом месте придется несладко. Избалованными уступчивыми ягодицами Москвы Хинштейну придется осваивать закорузлые задницы курских хлеборобов. Короче говоря, дурдом. Вот так вот. А, вот как раз вот. Тут, оказывается, было. Талон 500 мегабайтов, 1 гигабайт, 5 гигабайтов. Талон. РКН полностью отключил интернет в Чечне, Дагестане и Ингушетии для тестирования и неких учений. Не работает Telegram, WhatsApp, YouTube и другие сервисы сайтов сети и вирусилась картинка из будущего. Вот такая вот фигня, короче. Размещаем эти чудовищные кадры из Запорожья, чтобы засвидетельствовать преступление, еще раз напомнить миру о зверствах российских оккупантов. 20 человек ранены, среди них 4-месячная девочка, 10 человек убиты. Да, здесь 3 фотки, это ужасные фотки, как они бомбанули, там, стафируллах, полчеловека лежит, это просто ужас. Мужик или женщина, непонятно. Вроде бы женщина. И, короче, забиля.
на запчастях, короче, на запчастях. Просто на запчастях и сгоревшие заживо. Это просто ужас. Машина взорвалась, возле машины тоже труп черный. Это чем нужно было бомбануть Запорожье, я просто херею, блин. Там черные трупы. Ну, это явно нельзя никуда грузить. Это даже тут закрыто все. Просто ужас. Кошмар. Ой, блядь. Ну вот, как раз один смс я сюда закидывал, пару смсов. Вот давайте почитаем то, что меня удивило в ТикТоке. Это Башкортостану и Татарстану заявление от украинцев. Удивляет, почему вы до сих пор ждете. Такой шанс выбраться сейчас из этой колонии, его нельзя упускать. Дальше пишет кто-то. 100% истина. Пока Россия ослабла, очень хороший момент послать ее нахрен. Другого такого случая ждать придется. А паскуды сами пусть остаются. Дальше. Вот как раз здесь, блин. Башкирии завод для изготовления дронов. Вот вам и дроны. Ну, и понятно, мы дроны-то найдем. Не в этом суть. И оружие мы найдем. Вот этот момент, как народ поднять, вот в этом-то и загвоздка. И поэтому они отвечают, что вам, говорит, и народ поднять, что ли, украинцы? Как бы. Вот еще кто-то. Так давайте, вам самим пора шевелиться. Украине есть чем заняться на своей территории, а потом Украина поддержит вас в этом. Насчет Сирии там нас нет, пишут. А вот самое интересное, какая-то Ляйсан пишет, какая-то непонятная Ляйсан пишет, «Элля башен киттеме». И я просто фигею над такими людьми. И кто-то еще пишет, Алла какая-то, если бы еще Япония, Финляндия своей территории забрала бы, само собой. Японские территории мы не знаем, конечно, где они, блин, но явно про остров Сахалин, наверное, об этом речь идет. Но мы, как я и говорил, добавим. С Владивостока и Уссурийска нам нахуй тоже эти земли не нужны. Добавим японцам, так скажем, продадим для общего кассы, для регионов, так скажем. Ну вот, да, вот еще раз прочитаю, вот как раз 19-летнего срочника расстреляли за отказ подписывать контракт и ехать на войну в Курскую область. Его застрелили на полигоне Ильинский на границе с Китаем. Лейтенант снял автомат АК-12 с предохранителя, выстрелил очередью в строй, и одна из пуль попала в голову срочника Артему Антонову. Члены семьи связывают убийство с отказом подписать контракт. Перед смертью военные били парня железным кнутом по шее и рукам. Это таким вот пацанам Путин обещал, что они не будут участвовать в боевых действиях, но не уточнил, по какой причине. А я об этом постоянно говорил и говорю. Нахрена идти вообще на эту чертовую войну? Я не могу этого понять, что родители куда смотрят. 19 лет, блядь. Да пусть хер с ним узкожопой. Ну, блядь, вы идиоты, блядь. Родину, блядь, нахуй, вы не защищаете. Вы, наоборот, уничтожаете чужую родину. Чужую родину, блядь. Где жили просто люди, обычные люди. Давайте мы таким же макаром, давайте, вот я же говорю вам, им нужно показать, наверное, на примере. Давайте зайдем в Башкортостан с Татарстаном. Давайте зайдем. Я готов зайти. Зайти в свои территории. Я готов зайти и показать, как говорится, бывает, когда вы заходите в Украину. Посмотрим потом, как это будет, как говорится, на вашем физиономии выглядеть. Вот шунда, вот сөйләшербез шунда.
Так, сейчас, секунду. 39 человек уже посмотрело. 39. Я просто офигею. Рахмат инда. Всем. Надеюсь, сейчас для прикола сейчас проверим этот. Сейчас. Так. Так. Ну да, 39 человек посмотрело. Так. В ТикТок такой херовая вещь, короче, когда ты его грузишь, интернет слабый становится, он тупить начинает, бля. Не тянет ТикТок интернет. Поиски, блядь. Кто-то пишет, пора навести в Кремле порядок. Кто-то пишет, так, сейчас комментарий здесь почитаем. Сейчас, секунду, почитаем. Так, так, желтый это Курт, это как раз это режим Асада, темно-зеленый это ярко-зеленый, это про турецкие силы. А, ярко-зеленый, темно-зеленый это повстанцы. Ага. Так, ярко-зеленый это про турецкие силы. Ну, я вышел уже оттуда, понятно. Так, как это так? Как-то так. И черный это ИГИЛ. В общем, там очень много сил группировок. А, ИГИЛ маленькие такие, да. Черные какие-то пятна, ну, кружочки белые, черные. Это ИГИЛ, понятно. Уже и до расстрела дошли. Добро пожаловать в Советский Союз. 2:0. Да, еще вдобавок, сейчас, насчет ИГИЛа, как раз до этого же мы как бы поняли, да, это уже как бы в одном, чем мы читали до этого, поняли, что ИГИЛ, мне кажется, создан Русней. Ведь получается, значит, все-таки как раз-таки ИГИЛ там тоже мутирует каким-то образом, и в то же время он тоже там живет, ну, под присмотром Русни. Получается так, значит, получается, это люди, подкормленные Русней. И явно, как говорится, они нужны для, ну, так скажем, тянут веревочки, когда им нужна ихняя, как говорится, система. Я так понимаю. А так их, ну, так скажем, они же не могут без работы, без этого, откуда они бабки получать? Ну вот, как раз-таки они союзники Москвы, которые, блядь, получают бабки из Москвы. Ну, так и получается, значит. По-другому тут как-то, блядь, не складывается, откуда эти игиловцы вообще. Потому что, если помните, в ИГИЛ набирали до хрена с наших регионов тоже. И Башкортостанан, Татарстанан, Узбекистанан, с Кавказа, также все на ИГИЛ шли. А как они шли? А почему это шли? А потому что там именно было русские, так скажем, движения, русскоговорящие собирались там. И типа там за свободу, за все вот это, тырым-пырым. А итог это значит получается такая тема, чтобы собирать там людей, и этих людей в любое время Москва использует. Вот и все. А внутри люди даже не понимают сами, куда они пришли. Они также думают, что это ИГИЛ, типа сами по себе. Ни хера. Это до такой степени шито-крыто сделано, получается, а их подкармливает Москва. Заебись же тема. И явно таких и европейских группировок есть, и американских. Мы не знаем даже это. Вот и все. А может кто-то и знает. Явно и у них есть такие твари внутри. Так. Ну да, здесь весь эфир, наверное, не загрузишь, потому что память забивается по-страшному. Очень жестко.
Так, сейчас, секунду. Интересно. Ну да. Не, пока все, этот ТикТок пока не буду грузить. Не грузит он, тупит. Так. Так. Что депортированных немцев больше всего поразило в казахах? Вот здесь вот видео скидывали. Не знаю, долгое оно или как. Воспоминания женщин, немок о депортации в Казахстан в годы Великой Отечественной войны. Преподаватель истории Казахстана и кафедры Ассамблеи народа Казахстана Карагандинского государственного университета Имбукетова, доцент Светлана Илеуханова вниманию читателей предлагает исследование воспоминаний депортированных немок в Казахстан в период Великой Отечественной войны, собранных в государственных архивах нашей страны, записанных во время интервьюирования. Работа проводилась в рамках проекта МОН-РК «Великая Отечественная война и женщины Казахстана на фронтах и в тылу. Женские истории и повседневность». Тема насильственного переселения народов в Советском Союзе, в том числе советских немцев, постоянно находится в фокусе внимания ученых. Сейчас, секунду. Точно, точно. ИГИЛовцам пришел заказ. Как раз. И вот этот заказ будет как раз против наших вот этих нормальных мусульман-повстанцев. Вот теперь, наверное, я тоже взрослее, что ли, начал различать этих уёбков, блядь. Начал вникать в это дело и начал различать. Поэтому, исходя от этого, наши туганлар, которые бздели в свое время про ИГИЛ, я поражался над ними, конечно, но ИГИЛ это не наше движение. Я всегда говорил, блядь, нахуй, я против этих сект, блядь. Потому что наш Ахле Джамат, да, Сунна Джамат, это мусульманский джамат, который Ахле Сунна ва Джамат, да, он никогда не был сектой. Это не секта. Я не знаю, если я не прав, там, подправьте меня. И Мухаммад Пайгамбарымызны власть, да, егошняя власть, так скажем, которая пришла с Кораном вместе, да, она не подразумевалась никогда как секта. И потом уже образовались вот эти 78-79 течений, и они себя как-то, так скажем, приделали к этой секте. А особенно к нему, даже к тем 78-79, добавились эти игиловцы, мне кажется. И его тоже не было вообще, по идее, блядь, в природе, блядь. Этот ИГИЛ, новообразованный, и не зря же его красиво назвали ИГИЛ, Ислам Давлата ИГИЛ. Явно это, блядь, нахрен рукодел, блядь, этих тварей, блядь, из Москвы, блядь. Кремль это все сделал, блядь. Вот и все. Мы просто ходим вокруг да около и не знаем просто. Вот и все. Я вот предполагаю так. Эту всю тему они сделали нам, игру эту сраную. А мы просто тупим, блядь. Тупим просто. Не по исламу они двигаются, резать пленных не из ислама. Очень много преступлений они совершали. Вот вы, подавно. Помните, в начале, когда они только начинали, всем показывали на видео, как они отрезали голову. Где такое видено? Что, люди это бараны, что ли? В Коране конкретно описано, что не убивай, говорит, этот, не знаю кому, Исея или кому, своего сына, да, не помню, какому пророку или кому там говорится, не убивай. И ему приносят барана, чтобы ты жертву делал барана, а не людей, блин. Понимаете? Вот. И поэтому исковеркали безнал Куранны, и они начинают втирать нам. Мы же так вот даже историю не знаем же, так скажем, тупасы, да, как этот на татарском, тупим, по идее, блядь. И после этого, блядь, нам, конечно, вдолбить, блядь, легко. Вот в чем прикол. И подавно молодым. И я тоже, наверное, по молодости вообще не признавал то, сё, короче, вот это все херню. Но явно понимал, и даже я в то время не был в исламе, так скажем, я не читал намазы и так далее, я понимал, что ИГИЛ это какая-то хрень полная.
Потому что что-то это не по человеческая тема там идет. Вот так вот. И исходя от этого, мне кажется, все-таки внутренний вот этот стержень человеческий, он как бы все равно тянул к добру, наверное, да, людей, да, которые склонны к правильной жизни. Я так думаю. Аллах Таалям, Аллаха шкыр, меня не довел к этим тупорылым местам, а наоборот, Аллаха шкыр привел меня в истинный ислам, где есть человеческие качества, что люди, как говорится, это люди. И само собой мы должны это помнить всегда, мы не имеем права забирать чьи-то души, если это не, не посягательство на твое. В тот момент прям. Поэтому, исходя от этого, я могу дополнить свои какие-то высказывания. Порой, что если мы на Москву пойдем, кого-то будем там мочить. Само собой, если они на нас пойдут штыками, так скажем, штык-ножами, само собой, мы должны будем их мочить. Выхода нет уже. Потому что мы же идем справедливость поднимать, и придется их, или они сдаются, вот как здесь до Дамаска они доходят, да, эти повстанцы, также будут они сдаваться, бежать, эти москалятина, или уже мы будем их долбить, блядь. Другого варианта тут нету. Вот этот момент уже как-то, я думаю, уже не будет котироваться та мысль, что мы не имеем права забирать их душу. Мы стараться будем не забирать их, стараться будем оставить этих придурков живыми. Нахрена нам трупы, блядь, и геморрой лишний, хоронить туда-сюда, блядь. Лучше уж пусть живой, блядь, бежит куда-нибудь, чем убивать. Я так думаю. Поймем Гендерный аспект депортации советских немцев недостаточно исследован. За пределами изучения остались проблемы женского опыта выживания, социальной адаптации, очень много преступлений они совершали. повседневности советских женщин немецкой национальности, трогать мирных детей, стариков, пленных, церквей и прочее запрещено шариате. И все, что перечислено, нарушали и делали. Для этого их и создали, чтобы очернять нашу религию. События с позиции женской истории. Мне кажется, это создали даже не Москва. Это московские яхуды создали это. Московские яхуды. А может даже это все мировые яхуды создали. Вот подобие сионистов. Кто его знает. Но явно рука Москвы играет. Значит, московские яхуды это сделали. Вот эту тему как бы нужно больше узнать где-то, копнуть это все, а разузнать это надо. Вот я бы вывел бы это все на орбиту, блин. Где это узнать, неизвестно. Но я думаю, это знает внутри вот этого, вот эти подобия Фарухов, корреспонденты, вот они внутри точно об этом знают, кто что. Потому что явно они с ними жили рядом. Они сейчас идут возле них. И явно они знают эту всю правду. И это нужно как-то выводить таким образом, чтобы именно сейчас, если бы оно вышло бы, правда, то мы точно уже уверенно, как говорится, могли бы Москве тыкнуть этим. Понимаете? Это будет тоже удар, как говорится, по Москве. Это будет идеальная тема, если это окажется правдой, вот эти мышления наши. Примерно вот такие вот. Да, однозначно. Ну, вот именно. Потому что такие действия в ИГИЛе творились, что я вообще поражался. Это же не по Корану я говорил. Коранда такого нету. И вот это меня и убивало. Вот это и меня бесило. То, что потом они, как всегда я говорю, с двух сторон стоят эти ублюдки, менты, блядь, в Москве, и ты идешь в эту соборную мечеть, блин, имя даже соборная, да, вот эту соборную мечеть на проспект Мира, блядь, 120 какой-то, или какой номер там был. Ну, проспект Мира, короче. Этот метро, проспект Мира, улица, я не знаю, какая была там. Какая-то улица была. Короче, вот туда. Примерно туда. Возле этого стадиона какого-то чертового. И вот тут самое интересное, вот как раз про что депортированных немцев. Да, на самом деле, вот эти немцы в Казахстане тоже интересно, да, история, откуда они приперлись туда. Вот это тоже момент интересен. Истории. Депортация советских немцев осуществлялась по национальному признаку. Немцы были отнесены руководством страны к категории политически неблагонадежного народа, который полностью был насильственно выслан за пределы проживания в годы Великой Отечественной войны.
Депортированных расселяли на территории Казахской ССР, Красноярского и Алтайского краев, Омской и Новосибирской областей. За 1941-1942 годы переселено более 1,2 миллиона немцев, треть из них или 444 тысячи человек оказалось в Казахстане. Среди депортированных много было женщин, которые получили глубокую психологическую травму. Им сложно было осознать, что в одночасье все советские немцы стали врагами народа. Советская пропаганда не проводила различия между немцами и фашистами. Поводом для переселения явились огульные обвинения в пособничестве фашистской Германии. В реальности коллаборационистов, сотрудничавших с оккупационным режимом, было единицы. Советские лидеры связывали неудачи Красной армии. Быстрое продвижение войск Германии вглубь советской территории в первый год войны с действиями внутренних врагов. Анализ инструкции НКВД от 27 августа 1941 года по проведению переселения немцев, проживающих в СССР немцев Поволжья, в Саратовской и Сталинградской областях, показал гендерные подходы к ее осуществлению. Так, судьбы женщин зависели от национальной принадлежности мужей. Женщины самых разных национальностей, не являвшиеся немками, но бывшие замужем за немцами, выселялись вместе с мужьями. Женщина могла избежать печальной участи в том случае, если отказывалась от мужа и разводилась с ним. В семьях, где глава семьи, муж, не являлся по национальности немцем, а жена – немка, в таком случае семья не выселялась. Судьба отдельно взятой депортированной женщины-немки уникальна. Наряду с этим, в воспоминаниях женщин о трагических событиях немецкого народа четко прослеживаются общие темы и сюжеты. Первый общий сюжет – сам процесс переселения. Согласно инструкции НКВД СССР о порядке выселения, вынужденным переселенцам на сборы отводили до 10 дней. Им разрешали брать с собой бытовое имущество, мелкий хозяйственный инвентарь и деньги. Общий вес всех вещей, одежды и инвентаря не должен был превышать 1 тонны на семью. Громоздкие вещи брать с собой не разрешалось. Воспоминания женщин немок вырисовывают иную картину. Нередко права переселяемых нарушались, сокращались сроки сборов, допустимый перечень необходимых вещей и их общий вес урезали до минимального количества. Вот что рассказала Елизавета Босс, 1923 года рождения. Семья жила в Евпаторийском районе Крыма. 18 августа 1941 года после обеда нас предупредили, что 19 августа мы должны выехать на новое место жительства и взять с собой не более 17 килограмм багажа. Ночь прошла в сборах, а утром нас увезли на подводах до Евпатории, а оттуда на поезде на Кавказ. Потом нас вывезли по Волге в Гурьев. В Гурьеве нас не приняли, отправили в Баку. В переездах прошло 24 дня. Мы остались без воды и пищи, жили на барже. Затем нас загрузили в поезд и отправили в Караганду. Приехали мы 10 декабря 1941 года. Было очень холодно, пурга, мороз, а зимней одежды у нас не было. Уехали мы в августе, дожили в теплых краях. Ту одежду, что была, мы променяли на еду. В памяти всех женщин-немок остались нечеловеческие условия переселения. Повествования похожие подтверждаются свидетелями тех событий. Так, Елизавета Гардер рассказала, запихали нас, как селедку, в телячьи вагоны и повезли в неизвестность. Ехали долго. В вагонах было тесно и душно. А в шей хоть отбавляй. Начались болезни. Врачебной помощи никакой. Тиф и другие болезни были нашими спутниками. В пути на больших станциях в основном кормили супом и лепешками. Для нас это был праздник. Дорога к местам поселений была большим испытанием и эмоциональным стрессом для женщин-немок. В силу женской физиологии им сложнее было переносить бытовую неустроенность, публичность интимных процедур, невозможность соблюдать гигиену. Наибольшие тяготы в экстремальных условиях испытывали беременные женщины и кормящие матери, женщины с маленькими детьми. Женщины в силу независящих от них причин зачастую не могли обеспечить детей даже минимумом для физического выживания.
Все депортированные немки вспоминают об откровенно грубом или как минимум невнимательном отношении к ним со стороны. Так, 15 минут здесь слушать очень долго. Давайте добавлю кое-что, пока не забыл. Вспоминая это и вспоминая крымских татар, как мы понаслышке знаем, чеченцев, там, черкесов, ну, весь Кавказ, я точно не знаю, кого там депортировали, все уехали в Казахстан, Узбекистан, потому что вот менің туғанларым бүтін осы Узбекистане, грубо говоря, и знакомые, и родственники, это крымские татары. Мы, само собой, это отлично знаем, но и самое интересное, здесь хочу добавить, что всегда им сделали какой-то тамга, да, вот это печать поставили им, типа они предатели. Вот особенно крымским татарам добавили тамга, это предатели. Это как, ну, тамга это знак или печатный, я не знаю, как это назвать. Табу, короче, вот это на лоб, короче, как будто бы прижгли то, что они предатели. Вот таким макаром их, грубо говоря, обзывали. И получается, вот таким знанием мы росли, не зная историю, правду. Вот таким вот, я это как бы вот, не могу даже врать даже. Вот это было. Исходя от этого, получается, значит, я даже не знал, что вот так немцев еще куда-то чухнули, пухнули. Немцы-то вообще при чем, да, здесь? Ну, само собой, когда немцы атакуют и думают они вот так. Вот теперь, к чему я этот разговор хочу довести? В Башкортостане, в Татарстане такая же фигня будет. Вот представили. Там тоже узкожопые. В Москве тоже узкожопые. В других регионах, Челябинске, тоже узкожопые эти будут. Вот как раз-таки им я вот постоянно говорил и говорю, и все говорят, надеюсь, да, вам я хочу сказать, что мы вот таким методом головорезовским не будем с вами такие две действия делать. Главная ваша задача, если хотите жить спокойно на наших землях, главное отойти с нашего пути. Не вздумайте залазить, как говорится, на жарон, или как это говорят, на вот эту, на наш путь. Вот это даже не при делах, если вспоминаю историю, не при делах немцы какие-то, которые просто немцы, которые во время Екатерины, блядь, второй еще остались, явно про этих немцев говорится здесь. Вот эти немцы в тот момент резко, блядь, нахуй стали врагами, но мы таким макаром, если мы поступим, я считаю, это будут маньяки. А СССР, по идее, был маньяком, блядь. Русня сама по себе была, блядь, такой маньячной, блядь. Со времен бурлаков, блядь, на Волге, блядь. Которые во всех книгах описаны. И исходя от этого, мы никак не можем такие дела поступать. Почему? Потому что мы истинные мусульмане. Мы не сможем вас таким образом истребить. Мы не можем вам такой гнет дать. Да, по идее, как говорится, мы должны дать. Бумеранг-то есть, блядь. Я постоянно про бумеранг говорю и украинцам, и остальным другим всем, что украинцы должны дать бумеранг, блядь, на Москву, блядь. Но в этот момент как раз-таки будет играть та роль, что мы мусульмане, мы не сможем дать бумеранг этот до такой степени, уничтожать, блядь. Но, если кто пойдет против внутри Башкортостана с Татарстаном за нашу победу, ну вам не сдобровать. Вот это вы должны учитывать. Если хотите жить спокойно, вы можете также остаться, жить, как вот русские в Узбекистане живут, в Казахстане живут столетиями. Они даже оттуда не хотят приезжать в Русню. Они, потому что половина из них любят Русню, но в то же время не хотят жить в Русне. Почему? Потому что в Казахстане и в Узбекистане им лучше. Но в то же время какие-то есть долбоебы, которые, блядь, топят за Путина.
Мне так пишут постоянно в комментариях люди. Из Казахстана, там, еще откуда-то, нам, других мест. Вот. Поэтому в Башкортостане, в Татарстане, также добавлю, Чечне, само собой, такого не должно быть. На Кавказе, я думаю, такого точно никто им не даст, блядь, по башке дадут сразу. Вы должны будете ниже травы, ниже воды, нахуй, тише травы, или как это называется, блядь, должны так жить. Почему? Потому что вы к этому сами себя довели. Точнее, вы можете сказать, не я же виноват лично, да? Вот как немцы, допустим, всю жизнь оправдываются перед своим Гитлером, блядь. Я понимаю, не вы, понимаю. Но в этот же момент нужно понимать другое. Вам же есть, вот сейчас мы вам же объясняем, мы же вам рассказываем, почему вы, узкожопые, не идете против Москвы сами. Почему эти навальнюги, нахуй, кацы, блядь, всякие ходорковские евреи не идут, блядь, на Москву? В чем проблема ваша? Деньги же у вас есть. Вы могли бы этими деньгами уже раскидать там, помочь украинцам, создать русский батальон. Где ваш русский батальон? Русский батальон вообще есть где-нибудь? Слышали? Есть только Сибирь батальон, там смесь винегрет, блядь. Там и татары есть, все есть там, блядь. А вашего-то своего личного нету. И ваш личный в Украине не должен создаваться. Он должен создаваться не русской общиной, а вот этим батальоном против Москвы. Вот тогда вы покажете, где, даже не хочу говорить вас хорошими русскими, блядь, настоящие узкожопые, блядь. Покажете свое истинное лицо. Если вы не маньяки тоже такие же. Вот ваша задача где. А таким образом, блядь, нахуй, гнобить, блядь, все народы, и вы как бы такие золотые, вы правильные, нихуя. Это не прокатит. Особенно в Башкортостане, в Татарстане мы не дадим вам прокатывать такие темы. Особенно насчет Татарстана, он да шуканганлар до хрена, вот эти крещенные пидорасы, блядь. Я их вообще не признаю все равно, блядь. Я никак не могу их признать, блядь. Потому что если ты родился татаром, блядь, и тебя сделали, блядь, шуканганский, нахуй, и ты, блядь, за 500 лет не вернулся, я это не могу простить, блядь, такое. Базара нет, ты родился, блядь, русским настоящим, и хуй с ним ты не пришел в ислам, понятно, блядь, твое дело, крестоносец, блядь, изначально. Но если ты был татарином, какого хрена ты стал крещенным, блядь? Идиоты, блядь. Вот в чем прикол ваш, блядь. Поэтому, исходя от этого, вы, узкожопые, особенно, вы должны понимать, что батальон, который будет, блядь, против Москвы и который покажет нам пример, должен исходить от вас, не от нас. Исходя от этого, как раз-таки тот и есть ответ, блядь, что украинцы, блядь, в тот момент не взлюбили, блядь, против вышли, когда навальнисты 1500 человек загнали в Германии, людей там вышли в Берлине. Почему украинцы против вышли? Потому что я вон в ТикТоке до хрена читал, и везде все говорили о том, что потому что эти навальнюги нахрен, блядь, по сути не хотят, блядь, нахуй, чтобы регионы отстали от Москвы. Они не хотят отпускать регионы. Как можно доверять таким тварям, блядь, которые не хотят отпускать регионы, блядь? И после этого они говорят, мы хорошие русские. И вот это изречение «мы хорошие, яхшы урыслар», это забудьте, яхшы урыслар юк. Яхшы урыслар была у качан, когда, блядь, нахуй, будет русский батальон против Москвы, блядь. Вот ждем русский батальон против Москвы. Где, блядь? И в котором, блядь, будет лозунг «Всем регионам свобода». Нет такого батальона. Есть только подобие русских, это Эрзя. Но в тот день Эрзя сказал, чтобы их не называли мордвинами, мордвой. А у нас мы привыкли ведь называть всех мордвой, блядь. Да, в Башкортостане очень много мордвинов, мы думали. А оказывается, ёб твою мать, слова мордвин даже нации нету. Сам Сырес Балаян сказал. Это Эрзя и Мокша. Вместе эти пидоры назвали их мордвой, блядь. И поэтому Мордовию создали. А не было, оказывается, вообще Мордовии, блядь. Помимо нахуй, нет такой нации, блядь, на земле. Это я вспомнил, кстати. Я вспомнил это просто сейчас, блядь. Недавно смотрели про него, да, ведь? Где-то эфир егошний был.
Или я сам один смотрел, или что, я не помню. Вот поэтому, туганлар, получается, что все, что вот мы делаем, получается, это все приходит к тому, лживая, блядь, пропаганда всех вот этих высказываний и истории, и всяких дел в наших регионах. Вот даже возьмем вот этот пример немцев, блядь, я просто охереваю, что их туда депортанули, я даже первый раз слышу, если на то пошло. Получается, что, блядь, нахрен русские даже в то время, во время СССР, блядь, не могли различить, где есть правда, блядь. Понимаете? Но здесь, конечно, можно с другой стороны зайти этому вопросу. Еще с этой, что, допустим, ладно, хер с ним, это были немцы, их отправили. А при чем-то тогда тут крымские татары, Кавказ, чеченцы, ингуши, может, из Дагестана тоже отправляли, я не знаю. Ну, причем они-то, блядь? Черкесы. Вот вопрос, блядь. Вопросов до хрена, ответов нету. Если внутри России всю жизнь жили, Крым взят давно от турков, он оторван 100 лет назад, там 1000 лет назад оторван, все, это Крым был тогда уже, крымские татары тогда были, украинцы тогда были, все это было СССРом. Где предатели, блядь? Где предатели, блядь? Че, получается, все орали бандеровцы предатели, получается, что, все крымские тоже это предатели, как бандеровцы, что ли? Если они называли бандеровцев предателями. Вот этого, вот логики тут нету. Лживые, блядь, нахуй, вот эти действия ихние и привели к тому, что мы тупорылыми стали. Мы не можем правду от лжи, блядь, отличить. Вот до чего нас докатили. Не говоря о том, что біздің мәктәпләр юк, Дагестан мәктәбе юк, Чеченда мәктәбе юк, татар башкортныкы да юк. Койдан біз білерге можем, блядь, правду. Потому что все лживое, блядь, история лживая, русский язык везде, литература Пушкина нахуй. Нахрена нам это нужно? Че, нету писателей в Дагестане? Да до хрена их, блядь. А мы изучаем Пушкина, какого-то хуеплета, откуда-то, блядь. Припиздишь какой-то, блядь, грубо говоря, с Африки, блядь. Мы его всю жизнь читали, блядь. Всякие Бородино читали. Нахуя нам это надо? Давайте чуть-чуть послушаем. Местных советских органов. Названные характеристики позволяют говорить о том, что женское восприятие депортации отличается от мужского понимания этого процесса. Есть свидетельство, что часть поездов депортированных немцев формировались по гендерному признаку. Мужчин и женщин депортировали в разные районы страны. Так, по словам Тицлав Зузы Ивановны, 1924 года рождения, в пути следования поезда его пассажиров рассортировали. Молодым мужчинам, юношам, в том числе единственному брату нашей героини, Василию Тицлаву был дан приказ построиться на перроне. Они подлежали мобилизации в трудовую армию, из которой так никто и не вернулся домой. Женщин, детей и стариков повезли дальше. Наблюдения Зузы Ивановны не лишены оснований. В постановлении Государственного комитета обороны о дополнительной мобилизации немцев для народного хозяйства СССР от 7 октября 1942 года прослеживаются гендерные различия. Мобилизация в трудовую армию мужчин и женщин немецкой национальности проводилась отдельно с учетом возрастных показателей. Если рабочие колонны формировались из мужчин-немцев в возрасте 15-16 лет и 51-55 лет включительно, то для женщин-немок возраст ограничивался 16-45 годами включительно. Баштова Мария Петровна вместе с сестрой находилась в трудовой армии с 1942 года по 1956 год. Ее воспоминания об этом периоде очень важны. У нас отобрали паспорта, и мы ходили отмечаться в комендатуру каждый месяц.
Работали с 7 часов утра до 7 часов вечера, денег не получали. Работала я на лесопилке и на железной дороге. 10 лет работала подкатчицей, подкатывала бревна к пилораме. Было очень трудно, кормили плохо, одежды не было. Обувь делали себе сами, обматывали ноги тряпками и надевали деревянные колодки. У нас в трудовой армии было 404 женщины. Лапти одевали, Хотя работа была очень тяжелая, умерло всего 3 человека. Все были очень выносливы. Беременных немок и имеющих детей в возрасте до 3 лет освобождали от мобилизации в трудовую армию. Дети старше 3-летнего возраста передавались на воспитание остальным членам данной семьи. При отсутствии других членов семьи дети передавались на воспитание ближайшим родственникам или в детдома. Трудно описать словами состояние женщины, у которой забирали самое ценное – ребенка. Такой разрыв женщины переносили болезненно и мучительно. Тяжело без родителей приходилось детям. Йоркфрида Христиановна, 1930 года рождения, вспоминала: «Когда мне было 3 года, 1933 год, от голода умерла мама. В 1941 году старшего брата Христиана и мужа старшей сестры Генриха забрали в трудовую армию. Меня спасло то, что старшую сестру Амалию в трудовую армию не взяли, так как у нее был маленький сын. Без нее я бы не выжила. Она осталась с нами, заменив нам маму. Совсем иначе сложилась судьба Фри Валентины Рихордовны, 1938 года рождения, уроженки Одесской области. Ее родители умерли, других родственников не было. Валентины Рихордовны Фри поделилась своими воспоминаниями. Меня с сестрой определили в детский дом Компанейский, а брата забрали в дом малютки Новой Тихоновки, города Караганды. За прием и размещение депортированных немцев отвечало руководство республики. В условиях тотального характера Великой Отечественной войны обеспечить жильем вновь переселяемых было сложно. Нельзя забывать, что осенью, зимой 1941 года в тыл страны шла эвакуация людей, заводов и предприятий из западных регионов СССР. Размещение депортируемых немцев осложнялось отсутствием жилищного фонда и недостатком денежных средств, а также бездушно-бюрократическим отношением к людям. Как результат, расселение в непригодных для жилья помещениях. Поступавшие жалобы и заявления депортированных немцев чиновниками не только не регистрировались, но даже предварительно не просматривались, а лишь складывались в общую пачку. Остроту проблемы иллюстрируют воспоминания босс Елизаветы. «У меня была больная дочь 2 лет. Нас поместили в железнодорожном клубе, который был старым и не отапливался. В таких условиях через 3 дня я похоронила дочь. В этом селе хоронили в общей могиле, и я даже не знаю, где могила моего ребенка». Елизавета Гардер рассказала, что в ноябре 1941 года насильственно переселенные люди сидели под открытым небом 2 недели. Под давлением советской пропаганды со стороны местного населения были случаи неприязненного, подозрительно, а иногда и враждебного отношения ко всем немцам. Так, уроженка Саратовской области Баштова Мария Петровна, 1923 года рождения, вспоминала: «Нас в теплушках перевезли в Казахстан, в деревню Ресенко. По новому месту жительства было трудно устроиться, нас не хотели пускать жить на квартиру. Одна женщина говорила о том, что ее муж воюет с немцами, и поэтому она фашистов к себе не пустит. Были люди, которые нас ненавидели. Особенно те, кто получил с фронта похоронку на своих близких, мужей или сыновей. Они настолько плохо к нам относились, что обзывали, называли фашистами, не разрешали своим детям с нами играть. А ведь мы даже не были в Германии. Местные власти с большим трудом устроили на...» Вот здесь остановим, добавим свое. Вот видите, даже Казахстанда манкуртство было жесткое. Почему? Потому что все были одурманены СССРом. Как раз сегодня, думая об одной теме, могу добавить от себя тоже. Короче, мне до хрена вот эти комментарии накапали на мозги вот эти вот за пару дней, вот эти 5 числа, когда я выложил этот 2 минуты. И меня
одолела мысль такая, блядь, мы именно сектейны полностью, и решил я это высказать именно в эфире для всех, чтобы понимали. У каждого, наверное, это была жизнь. Вот смотрите, когда я говорил, блядь, дети Каримова, там сейчас дети Мирзияева, когда вот узбекам постоянно я ору об этом, чтобы они, блядь, уехали домой. И тут, оказывается, косяк, блядь, косяк, конкретно косяк даже есть в нас. А мы дети СССР. Представили, да? Я, допустим, 85-го года. Мы дети СССР. Наши сестры, братья пионерами были. Исходя от этого, я отлично вот этот момент понимаю, почему в 41-м, 45-м, когда люди воевали, они ненавидели того, ненавидели этого. Я отлично понимаю. Этот промежуток мы до смерти наших дедушек и бабушек прожили, мы впитали это. И вот эту, мы вот эту болезнь нашу должны изнутри тоже вытащить, осознать, признать. Признать мы должны свой косяк. Каждый, который родился в СССР, мы рожденные в СССР, мы должны этот косяк, блядь, признать. Когда орали, где твоя родина, мой родина, весь СССР, или какой-то прикол там был, такое выражение было. Мы нашу лайберны без, он от маскатыш без. Мы должны научиться признавать свои косяки, чтобы потом, блядь, осуждать других. Признав, осуждать можно, но не признавая свой косяк, осуждать я не вижу смысла. Как раз таки вот тут-то правильно она говорит, блядь. Мы, говорит, даже в Германии не были. Это екатериновские нахуй немцы. Это те же цыгане, которые жили в Челябинске хуй знает с каких времен, блядь. Их пришли у русской общины долбить нахуй и сжигать их не дома, блядь. Как в Башкортостане сжигали деревни, блядь. Которые вообще не при делах, блядь. Не говоря, что, блядь, голодомор и так далее. Вообще-то, sababsizga kishilarni uturuv, sababsiz ishlar qilingan ishlar, это, я думаю, вот это и есть, блядь, беспощадный нахуй нацизм. Вот это и есть та тема. И вот эту тему мы должны понимать сами тоже. Мы сами должны осознавать, что мы тоже в свое время были, грубо говоря, пидорасами. Потому что мы жили вот в этом пидорасийском облике. В облике коммунизма, в облике СССР. Мы должны это осознать и потом уже диктовать свои условия, блядь, нахуй, этим детям Каримова, нахуй, детям Таджикистана Рахмона, блядь, сейчас детям путинистов, блядь. Дети путинистов, блядь, умирают сейчас. Грубо говоря, 19 лет, блядь. Это Артем Антонов из Казани. Да таких случаев до хрена. Получается, значит, блядь, 25 лет этот хуй, блядь, рулит тут, блядь, у власти, блядь. Родились 25 лет уже детям, блядь. Этим детям 25 лет. Это дети Путина, рожденные при Путине. А мы дети коммунизма. Получается, у каждого свой грех. У каждого свой косяк есть. И получается, из этого косяка мы должны вместе выбраться. Мы должны это осознавать и догонять это, как говорится, в своей голове, блядь. Я вот попытался сегодня догнать это, блядь. Ёпта, я говорю, каждый день я что-то нәрсәдер сөйлейм, яманлыйм кешеләрне, хуёво. Блядь, мы сами тоже не золотые, нахуй. Мы сами тоже из дерьма вышедшие люди. Потому что мы, грубо говоря, я-то не носили галстуки красные, нахуй. Ебучие галстуки гладили красные. Носили пионерские галстуки, блядь. Вот где маразм, блядь, наш скрывается. Где наши бабушки, дедушки говорили, что при коммунизме было охуенно. После развала они так говорили, блядь. Это тоже надо признавать. И вот эти, увидев эти сраные все ошибки, блядь, мы должны это конкретно преподнести людям, новым, так скажем, нашим детям будущим и нынешним поколению этих путинистов, нахуй, всяких, блядь, тукайских людей, блядь, мы должны доносить, что мы неправильно жили. И в данный момент мы хотим это изменить. Если мы это не признаем сейчас, то в дальнейшем, блядь, нахуй, мы таким же макаром будем, точнее, нас будут обсуждать так же, что вот
Наши бабушки были коммунистами, а наши отцы были долбоебами. Потому что мы как бы и не коммунисты, и мы не путинисты, нахуй, грубо говоря, и долбоебы в итоге, блядь. Итог какой, блядь? Мы живем в нацистской, нахуй, России, блядь. Получается, значит, нас будут обсуждать нацистами. Эти придурки жили с нацистами. Примерно вот такая тема будет прокатываться в голове у будущего поколения. У детей наших детей. Не у наших детей, а у внуков наших будет такая тема в дальнейшем. У людей, которые будут жить в 2050-х годах. Вот этот маразм, чтобы, блядь, нахуй остановить, нам нужно понять это сейчас. И остановить это тупизм, блядь. Который, блядь, нам дали, блядь, внушили. Внушили нам этот тупас идеяна. Идеи нам без отречься должны раз и навсегда. Вот, по идее, вот эти исторические данные мы, по идее, должны прослушивать, оказывается. Порой, иногда, блядь. Для промывания своих мозгов. Своих, не чужих, блядь. И эти ошибки, блядь, уже переделать и преподнести в правильном, блядь, русле, блядь, этим, как говорится, поколением нашим. А мы живем опять каким-то историческими тупорылыми навыками. Наши навыки, исторически тупорылые навыки у нас. Вроде бы в 21 веке живем, но страх, тупость, все осталось еще с тех времен. И не можем выбраться от этого. И вот эта болезнь особенно я просматриваю именно в тех людях, которые именно сейчас продвигают эту тему, как Башкортостанда, особенно Татарстанда, которые идут в Украину умирать, убивать, грубо говоря, да, идут, и они нас осуждают. Сіз нинди баш белән пытаетесь нас осуждать, блядь. Если вы сами, получается, вот этот свой косяк не можете признать, что вы живете в каком-то древнем мире и пытаетесь слушать какого-то Путлера и тем самым загонять свою какую-то тупую идеологию, в которой, блядь, оказывается, Америка враги, Европа враги, только Путин золотой, блядь. Вот мы на каких иглах сидим, блядь. Тут наркомания даже не нужно, блядь. Мы сами себя сделаем наркоманами. Это идеологии. Тупой идеологии, от которой мы не можем избавиться, оказывается. В первую очередь, это такая распространенная тема. Это мы говорим между собой со всеми на русском языке. Вот это просто, легко и просто. Это можно, это легко и просто себя поймать на этом. Вот на какой игле мы сидим. Уже не говоря о том, что мәктәпләр юк, ләнәрсә юк, это юк. Бүтән әйбер булырга может, бездә желания юк. Желания нет у нас. Вот в чем проблема наша. Изменить это все. Это то же самое, что, допустим, в данный момент я не хочу учить французский язык. Вот что-то в этом роде. Ну, не хочу, блядь. А у этих людей не то, что, блядь, учить что-то. У них нету желания менять. Хрен с ним, не учи, блядь, не знай башкирский, татарский язык, не знай дагестанский язык, не знай кумыкский язык, чеченский язык, не знай. Ладно, отстань, блядь, не знай, окей, договорились. Ну, хотя бы политику свою в голове измени. Измени себя таким образом, что Москва наш враг. В это у русла хотя бы себя засунь, в конце до концов, блядь. И тогда уже улыб китайсан. Или тогда мы тебя будем хоронить, или меня будем хоронить. Блядь, давайте доделаем это дело, чертовое, блядь, это дело. Признав себя, что мы косячники, блядь. Мы конкретные косячники. Тем самым я не могу сказать, что не подвожу людей к тому, что наши бабушки, дедушки были пидорасами, мама с папой то же самое. Нет, не этом тут суть. Не в личности дело, а именно в том, что
вот эта мораль гребаная, которая внушилась от этой русской империи, она в нас сидит. Вот здесь сейчас вот читаю комментарии, порой в ТикТок заглядываю, гружу когда, до хера там написано, ну а что сидите, идите на Москву написано там. Ну, опять на комментарий на тот видос мой. Ну да, понятно, идти надо на Москву. Но перед этим надо нам поменять, мне кажется, наш внутренний мир. Вот Шундагана мы сможем победить. А пока мы не можем поменять себя, мы не сможем победить. И лечить этих придурков, которые жили в коммунизме, и до сих пор они там как будто бы живут, теперь уже в Русне, этих людей изменить тяжело, пока они себя не изменят. Как раз-таки тот лозунг из Корана и звучит, что пока ты сам, человек, себя не изменит, Аллах не изменит его положение. Мы должны свое положение менять. Аллах Та'аля не может наше положение поменять. Конечно, Он может поменять, это однозначно мы не можем противостоять этому, но Он дает нам шанс поменять себя. Он дает нам выбор или джаханнам, или джаннат. Он дал нам выбор. Он даже до такой степени милосерден, альхамдулилля, что Он дает нам выбор. Хочешь, говорит, плохо живи, хочешь, хорошо. Тебе твой выбор. Но Азахтан жауап берасың өзің. Хабарда өзің жауап берасың. Внизу, там, 2 метров внизу, там сам будешь отвечать. И тут то же самое. Эта тактика и здесь сейчас работает. Эта тактика конкретно здесь работает. А там в загробном мире там разберутся с тобой. А сейчас нужно нам, здесь надо доделать свои дела. Земельные дела, так скажем, земные. А потом уже решать будем подземные дела. Не за горами, оно тоже придет. Или нас у одинокой женщины. В то время все жили плохо, а мы хуже всех. Миллер Лилия Александровна, 1938 года рождения, запомнила свое детство в депортации. Когда я пошла в 1 класс, то очень плохо знала русский язык. За это меня постоянно били одноклассники. Похожую картину описала Зонтак Наталья Августовна, 1938 Русский язык не знала. Немцы. Моей немецкой фамилии все потрунивали. На уроке истории, если в тексте учебника были слова «фашист», «фашистские захватчики», «война», я всегда ловила косые взгляды одноклассников. Очень тяжело было с русским языком, так как дома мы говорили по-немецки. Русского языка не знала. Смущалась и стеснялась этого. Старалась отмалчиваться. За плохое знание русского языка меня постоянно били одноклассники. И все же сохранилось больше воспоминаний от женщин-немок разных возрастов, переполненных глубокой благодарностью к казахскому народу. Так, Метхина Антонина Генриховна из Житомировской области сохранила в своей памяти теплые воспоминания о казахах. Местное население относилось к нам, детям, с пониманием и сочувствием. Их доброту и участие я помню до сих пор. Память Шмидт, Головиной Ольги Генриховны, 1929 года рождения, из Ставропольского края, сберегла теплые воспоминания о казахском народе. В Елтае жило 7 немецких семей, остальные семьи казахов. У многих мужчины воевали, и мы жили в семье у 2 женщин. Местные жители относились к нам очень хорошо. Никогда мы не слышали упреков и оскорблений. Очень быстро мы выучили казахский язык. Всей семьей стали работать в ауле. Жили дружно. Во время войны всем было трудно, но совместными усилиями выжили. Клепан Артемьева Езефина Отовна, уроженка Куйбышевской области, вспоминала: местные жители, особенно пожилые, относились к нам с сочувствием. Давали нам продукты, кумыс, творог. Мама работала техничкой, зарплата была маленькой. Мы выжили благодаря помощи местных жителей. Таким образом, в результате проведенного исследования
Мы выявили гендерный характер депортации. На основе воспоминаний женщин-немок реконструировали некоторые стороны женской повседневности в условиях депортации в Казахстане в период Великой Отечественной войны. Вот. Воспоминания женщин. От этого можно взять толк одно, что қазақ халқы шулай ук мехрибан, как говорится, добродушный, Узбекистан да шундай ук, кыргызлар, ну, явно тоже, наверное, такие же, таджиклар, наверное, такие же, я не знаю, не могу за них ответить. И исходя от этого мы понимаем, что вся задача и весь враг был это узкий мир. Они, как говорится, под одну гребенку засунули всех подряд. И немцев, и крымских татар, и чеченцев, и всех других, черкесов и так далее, и загнали всех в Азию. Как будто бы Азия для них как этот мусорный ящик. Ну, давай уж не будем их убивать, да? Типа, они могли бы и убить их, по идее. Ну, давай закинем их нахрен. Выживут, не выживут, не выживут. Вот такой был базар, блядь, в Кремле. И после этого, видя вот эту всю херню, я считаю, что плохо я не могу сказать про немцев. Я там тоже в свое время жил. Но фашистские свои действия у них все равно не закончились, у немцев. Вот реально, которые живут в Германии, и с теми, и этих путать нельзя, само собой. Теге ауырлықны, яманлықны көрген кіші, которые где-то, наверное, от кого-то зулм, да, зулм говорят по-узбекски, зулм будет, да, вот это, издевки, да, вот этот, издевки, кто видел, получается, он всегда, как говорится, другой. Хоть любой нации, разницы нету тут, я считаю. А вот именно вот, которые живут в Германии, немцы, они другие. Вот то, что тут описывается, это вообще другие люди. Вот там, где живут в Германии люди, нихуя. Там может 50 на 50. 50 может нормальные, 50 это фашисты, блядь. Это я точно могу сказать нахуй. Я там уже испытал свою шкуру, блядь. Я 2 раза, кстати, я там был, блядь. И я считаю, что, блядь, нахуй, только те, которые видели мучения, они только могут быть милосердными. И то не гарантированно. И то не гарантированно. Поэтому, исходя от этого, только мы тут можем взять толк того, что наш враг, получается, один, это Москва. По жизни была Москва. И мусульманам, и немцам, и Европе покоя не дает. Может, даже и американцам покоя не дает. Короче, всему миру этот мозгоеб – это Москва. А вот внутри Москвы кто за ними стоит, вот это пока остается загадкой. Это или яхуды, или это вот эти финно-угры сраные, блядь. Вот этот пока еще загадка, блядь. Вот это я должен еще дойти до него. Пока это нет ответа на него. Конкретики нету. Люди не могут сказать, кто стоит в Кремле. Это вот нет этого, блядь, нахуй. Пока еще не нашел я этого. Ну да. Вот как раз вот тут уже более подробно. Российские террористы ударили кабами, оказывается, блядь, суки, кабами по Запорожью. Одна из бомб попала в СТО. Горят гражданские автомобили. Погибло 9 человек, еще 12 ранены, обновлено. Еще 17 ранены. За 2 часа до этого был нанесен удар Искандером М по Кривому Рогу. 1 погиб, 13 ранены. Возможно, с уходом России из Сирии террора там станет меньше, но для Украины в этом плане, к сожалению, ничего не изменится. Пока эти террористы не будут остановлены совместными усилиями всего свободного мира. Russian terrorists hit Zaporozhye with guided bombs on one of them hit after repaired station. Civilian cars are burning.
Блядь, я более не умею читать, оказывается, уже забыл на английском читать нахуй. Вот так вот. Короче говоря, на английском тоже написано для разного контингента, получается, и на русском, и на английском. Короче говоря, возвращаясь на нашу проблему, одну единственную, это, как говорится, независимость Башкортостана и Татарстана. Само собой, да, этот, как говорится, зависит от того, что мы будем помогать Украине или нет. Вот в чем вопрос наш. Мы должны помогать Украине. Кровь из нос. И они как бы, ну, как говорят, это помогать, не помогать, ну, имеется в виду, ихняя помощь заключается в том, чтобы они дали нам огласку того, что мы идем на Москву. Вот эта тема нам нужна. Чтобы мы какие-то сборы сделали, что-то в этом роде, вооружились. Вот это будет колоссальная помощь. Мы от них людей не требуем. Люди не нужны. Нужны, как говорится, движения в эту сторону, так скажем. Понимаете? А вот эти всякие Кашаповы, Габасовы ждут какого-то, блядь, соглашения кого-то, от кого-то просят чего-то. Нам не надо это, понимаете? Не нужно ходить далеко. Оно все рядом, близко. Всего лишь договориться с украинцами, что мы делаем свои дела, вы к нам не лезьте, мы вам не лезем, мы делаем свои дела. Но нужна помощь. Помощь нужна со стороны оружия. Оружие только у них. У нас же нет, у народа нет оружия, блин. От этого исходя и есть помощь вот эта украинцев. Дать нам оружие, чтобы мы дошли до Москвы с этим оружием. Само собой, если мы зайдем гребаный своим методом, который я говорю, Башкортостан, блядь, Татарстан на территорию, если мы зайдем, базара нет. Базара нет, мы если туда зайдем, мы найдем там оружие. Но до него тоже зайти, ведь оружие надо. Исходя от этого, вот, чтобы, если кто будет распространять мои видосы, доложите этим Габасову, Кашаповым, всем этим, блядь, уже засели они уже, блядь, у всех на голове, как говорится, и никак не двигаются. Им конкретно скажите, что если нам в руки попадает оружие, мы идем на Москву. Вот наша задача. Они каждый день эфирить, блядь. Нам не нужно эти каждый день эфиры балаболить одно и то же, блядь. Почти, грубо говоря, мы почти каждый день одно и то же говорим. Только вот новости новые читаем. Ужасные притом. То там бомбят, то тут, блядь, умирают. Вот это. Этого и без нас будут делать, делали и будут делать эти рекламы. Ужасные. Которые, как говорится, только про Украину. Там Сирия, это, так скажем, недавно это появилось. Сейчас еще вдобавок еще Грузия тут что-то там. Вот так вот. Ну, вот здесь как бы тоже, ну, смотреть уж смысла не будем. Но так, чисто это от Майкла Наки. Кадыров против Бастрыкина. Падение чеченского диктатора. Кадыров напал на Бастрыкина, туда-сюда. Короче, ну, слышали, наверное, про это. Ну, я так прослушал, больно не хочу про это даже раздувать тему, потому что, как это, шавки, я же где-то уже говорил, шавки между собой цапаются, блядь. Так что эти шавки, так скажем, это не наши шавки. Это шавки узкожопых, и пусть цапаются нахуй. Пусть друг друга переебут хоть. Вот этот пиздеж, вот этот ОМ-ТВ, короче, да, Эрдоган объявил войну Путину и Асаду в Сирии, поддержав повстанцев. Эрдоган открыто поддержал оппозицию в Сирии, назвав их по наступлению маршем оппозиции и пожелав им пройти без проблем. Как мы слышали от конкретного корреспондента Фаруха, он сказал, Фарух Шами, да, он сказал, что Эрдоган нихуя там не при делах. Он просто, когда уже они сделали свое дело, 5-6 лет, которые наступление, Эрдоган просто подключился. Ну да, это же я, типа. Ну, так каждый может сказать. Давайте я скажу, вот сейчас украинцы сейчас Курск возьмут, Воронеж возьмут, я скажу, это же я сказал, блядь. Вот то же самое будет нахуй. Вы поверите мне?
Нет, конечно. Вот то же самое, блядь. Поэтому нахуй после пожар хуй насос говорят. Не пиздей, если ты пиздишь, блядь. Не надо нахуй нам заливать уши, блядь. И особенно это еще так рекламирует этот ОМ-ТВ. Нахуя ты так его рекламируешь, блядь? Где ты эту тему взял, блядь? Само собой, Эрдоган где-то пропиздошился, и он это как бы рекламирует. Нахуя? Ты доноси людям правду, блядь, а не пизди, блядь, какую-то хрень, блядь. Поэтому я считаю, что если даже там турки что-то там хотели или что-то там творят они, явно, да, ведь тем самым там что-то делая, он думает о своей жопе. Почему? Потому что, блядь, курды живут в Турции, живут там рядом, они заебали этого, блядь, Эрдогана. Курды это курды, турки это турки, они друг друга ненавидят. Я же знаю, блядь. Вот здесь у меня до хрена знакомых курдов было. В Бельгии у меня были знакомые курды. Я с ними тусил там, грубо говоря. И понимаю, что они ненавидят турков, блядь. Турки и курды это две хуйни, блядь. Которые, блядь, нахуй, один, блядь, в Марсе, другой на Луне, нахуй. Вот что-то в этом роде, блядь. Поэтому, когда говорят, что Эрдоган, блядь, и курды, та-та-та-та, блядь, нахуй, это пиздеж полный. И мы не должны к этому, нахуй, больно склоняться. Почему? Потому что от этого нам нету ни толку, ни жарко, ни холодно. Нам похуй. Главное, если там в Сирии есть мусульмане, альхамдулля, они побеждают, альхамдулля. Все, вот это наша задача в данный момент. Почему? Потому что если у нас будет, как всегда повторяюсь, будет свободный Башкортостан с Татарстаном, свободная Чечня, Дагестан, они сами уже сделают. Без нас. Они сами сделают и разъебут Палестину, грубо говоря, блядь, Израиль. Создадут порядок там, создадут везде, где мусульман будут притеснять. Вот наша стратегия. Вот где наша цель, но эта цель нахуй не дана нам пока еще, потому что есть Москва. Значит, надо разбираться с Москвой, чтобы нам уже потом дальше по миру что-то помогать другим народам. А до этого не можем мы ничего делать. Правильно украинцы говорят, сами себе помогите. Но мы сами себе не можем помочь. Какой нахуй мы украинцам как поможем? Так, Невзоров, от него что-то прет. Все так хотят свержения Асада, что готовы не просто хорошо говорить, но и героизировать того, кто благодаря помощи Турции захватывает один за другим сирийские города. Речь идет о лидере сирийской оппозиции, игиловце и члене Аль-Каида Абу Мухаммеде Аль-Джолани. И не важно, что за его голову назначена награда в 10 миллионов долларов. Вот уже и The Telegraph ласково назвал его умеренным джихадистом. Реально это пиздец смешно, нахуй. Это пиздец смешно. Видите, получается, еще он игиловец, нахуй. Вдобавок, блядь. Понимаете, какой прикол, да, получается тут получается? Значит, получается, блядь, нахуй, он понял, что в ИГИЛе ему нехуй ловить, он отошел от ИГИЛа и решил создать свою какую-то армию оппозиционную. Вот ответка какая тут происходит. Тут происходит вот такой, блядь, полный, блядь, замес непонятный. Это то же самое, что представили, да, тут, допустим, да, я сейчас Астафиралла, да, топлю, получается, против Путина, топлю, и через какое-то время хуякс, нахуй. Помните, в Беларуси один хуй какой-то, блядь, который сейчас за Порошенко, говорю, за Порошенко или как его нахуй, за Лукашенко, нахуй, топит, блядь. Хуй один какой-то, молодой такой, у него еще Собчак, блядь, интервью брала. Ну, один хуй, не помню, как зовут. Белорус, блядь, которого поймали и через этот самолете он ехал, блядь, его поймали и привезли, и он теперь поет по-другому. Это то же самое. Вот представьте, да, пиздели против Путина, хуякс, нахуй, и перевертыш, блядь, и начинаем хуесосить, нахуй, допустим, Европу и Америку. Допустим, в моем понимании так. Это то же самое.
Это то же самое. Вначале, получается, этот чувак, получается, игиловец, а сейчас, понимаешь, ты оппозиция. Очухался. Ну, надеюсь, как говорится, если даже он был таким, блядь, если он, как говорится, из нормальных мусульман, и он идет, блядь, к справедливости, ну и хуй с ним, блядь. Мы можем так, только так сказать. Но это никаким боком нахуй Башкортостан, блядь, Татарстанга, Чечне, Дагестану ничем нахуй не помогает. Не помогает и не поможет. Явно оттуда к нам никто не приедет помогать нам свергнуть Путина. Понимаете смысл? Явно, как говорится, они до этого не доросли. Этого у них как бы априори нету. Это даже мысль у них даже не родилась еще, блядь. Исходя от этого, нам это нахуй пока не нужная вещь. Нам надо разбираться самим внутри в этой пидорасии, блядь. Чтобы эта пидорасия раз и навсегда исчезла, блядь. Мы можем только от них, так скажем, в ахуе быть. О, молодцы, молодцы. Вот примерно вот так только мы можем их поддерживать. Молодцы. Нам бы такого духа. Вот мы вот так можем завидовать, блядь, только издалека. Так, дальше вот какие-то опять грязные новости. Новость, которая буквально отражает всю современную русню. В поселке Российский Краснодарского края школьник напал с ножом на одноклассников. Пострадали минимум 5 человек. Пиздец, да? Губернатор региона Кондратьев потребовал разобраться, как стало возможным, что в школу пронесли холодное оружие. У них буквально убийцы разгуливают по школам и учат детей правильно убивать украинцев, а тут надо же прямо откуда же не возьмись школьник с холодным оружием. Ну это пиздец смешно, блядь. Ну-ка, что тут? Говорит, у него нога там вся в крови, что ли, что, ногу резали, хуй поймешь. Пиздец, блядь. Ну, как сказать вам, блядь, нахрен? Я же до этого уже сколько эфиров постоянно вел про Казань, блядь, говорил. Башкортостанга говорил. Вашим детям маньяки будут приходить уроки давать. А вы на что смотрите-то? Вы что смотрите? Маньячило везде у вас, блядь. Все, блядь, которые были сейчас в Украине на войне, блядь, эти все инвалиды, всякие тупорылые люди будут вам, блядь, уроки вести, блядь, про как, блядь, защищать себя, как там что-то делать. ОБЖ, короче, да, блядь, общественный, что-то, какой-то мир, блядь, или как ОБЖ был же, блядь. Урок, блядь, какой-то, блядь. Вот это, блядь. Вдобавок, блядь, нахрен, тюремщики они бывшие, блядь. Вот они будут вам давать уроки. А тут, конечно, блядь, ребенок будет насмотрелся всяких, блядь, вот этих ваших украинских и воин, блядь, с русней, блядь. И он убийцей стал. Нормально, блядь. Учиться-то им, чё, блядь? Нахуй им учиться, если можно убивать, блядь. ХТШ роняет нефть. Да-да, вот те самые боевики, не Трамп, на которого все так надеялись, а эти скромные ребята, палящие в небо по случайно хорошей поездке на своих внедорожниках и Хаме, и Хомсу. Сирия. Да, как раз таки, как все говорили, говорят, Битинда, как раз суть, почему там ИГИЛ, почему там Русня, почему все это херня, было оно так, чтобы из арабских стран в Европу не шел газ, нефть, вот эта хуйня не шла. Если там это все есть, вот эта тема не шла. Поэтому, как говорится, этот уебок Путин хотел там все перерезать. И поэтому он там находился. И тут бах, не справился. Потому что там тоже есть умные люди. Не он же только, блядь, нахуй, невъебенный умный уебок. В исходе вот ему и нахрен. Перерезали нахуй. И тут, получается, роняется нефть, цена нефти. Кстати, сегодня сколько она стоит, интересно, блядь. Взглянуть, блядь. Цена нефти, блядь, в Русне, блядь. Давайте-ка. Цена нефти упала или что? Я же даже не помню, баррель сколько был цена на нефть, блядь. Ну, давайте вот посмотрим, прикольнемся. Так. Вот.
Профинанс, блядь. Сегодня вот сколько. И сколько стоило, я не знаю же. Упала или что она. Что с ней происходит? Давайте прикольнемся. Ну да, вот как раз, да. Упала. Brent Oil, блядь. 71.06. И что тут упало или что, как тут понять можно, я не знаю. Ну явно, короче, 71.55 было, и сейчас 71.07. 0.6 даже, вот. Это Brent Oil, короче. Ну вот, если кто в курсе, в цене, я не помню, блядь, сколько она стоила до этого. Я что-то не интересовался. Но суть вот так вот. Ну вот пишет, вот, нефть Brent снизилась до 71.00. Вот и все, вот ответ вам. А зато вот биткоин превысил 101 тысяч или сколько там, блядь, этот 102 уже, блядь, 102, блядь, 102 уже. Вырос, биткоин вырос 102 тысячи, 102 тысячи долларов. Рубль продлевает отметку 100 против, снизился до 7,97. Ну, доллар 97 сегодня было. 100 даже преодолевает. 100, блядь. Ну, вот такая вот херня, туанлар. Вот примерно просто это чисто загуглил я. Ну, значит, падает. Если падает, падает. Мы не в курсе, блин, падает он или нет. Ну, суть то, что, блядь, рублю пизда. Вот это точно мы знаем. Шундыхаль. Так, тут, короче, новостей до хера. Давайте почитаем вот вам. Вот как раз тут еще вот писали мне комментарии. Неужели Россия не знает, почему в Сирии война? Это Путин ее замутил, чтобы с Катара газопровод в Европу не протянули. И Асаду купили и спонсировали его армию на 100% из бюджета РФ. Примерно вот так комментарии написали. Давайте вот как раз давайте перейдем в комментарии этого ТикТока. То, что они навалили там нам знатоки мировые комменты. Послушаем как раз. Тут очень много комментов явно уже. Так, сейчас вот почитаем комментарии. Давайте вот с последнего начинаем. Все дуже просто. В Сирии нафта, як у качає рашки. Хрен знает на украинском. Пробуй. Кто-то написал, пробуй. Сейчас подряд будем смотреть. Есть тут негатив тоже, вот имейте в виду. Так, кто-то пишет. Пора навести в Кремле порядок. Я за. Я за. Так, лайк ставят. Молодцы, Рахмат. Кто-то смеется жестко. Долой Путину. Слава Украине, слава Татарстану, слава Башкортостану. Просыпайтесь, люди. Путлер тянет Россию в пропасть за собой. Олег какой-то пишет. Тахир брат пишет. Давай, чтобы пайда было, казах с вами. Лайк ставит. Серхи Бистротур какой-то, блин, пишет.
Какой бунт, брат? Народ не организован, не вооружен. Только стаканчики в Росгвардию кидать будете. Вот давайте вот на это ответим человеку. Ну, явно уж я ему отвечать не буду. Здесь не ответишь, тут столько комментариев надо херачить. Что я отвечу тут, в эфире отвечу. Что я могу сказать? Чтобы стаканчиками не кидаться, Башкортостан, блин, Татарстанга, я уже излагаю. Они же как бы вот эти люди не сидят в ютубе моем. Они не понимают этого. Они чисто вот видятся в ТикТоке, увидят одно, которое поднимается в эфире. Вот его только народ видит. Его начинает лайкать, репостить, вот что-то творить начинает. И как бы каждому отвечать невозможно. Это нереально отвечать, блядь, особенно в ТикТоке. Это вообще пиздец. И насчет стаканчиков, стаканчиками кидаться ничего не нужно. Как я и говорю, нам нужно, как говорится, захватить все оружейники Башкортостана, Татарстанда. Вот как одна говорит, блин, дрон, да? В Башкортостане дрона, я думаю, нету, только в Алабуге. Бар, если эта дронная тема работает. Вот примерно вот. Поэтому внутри России, так скажем, оружие в каждом регионе есть. Проблем нету. Это не пустыня и ментовская зона, так скажем, блядь. Ментовская территория, там везде есть оружейные цехи. И везде есть военные эти части. Особенно, я знаю, военные части прям возле Уфы до хера и больше. Кто-то, Владимир пишет, а самим слабо? Да, вот на самом деле, да, нам слабо. Я көп мысқылдаған издевкаларны тоже я читаю, но я вижу. Я им пытаюсь лайк не ставить, конечно, потому что я не согласен, я ему и отвечать не хочу. Вот примерно так. Так, флаг Украины, дальше идем. Тут очень много, тут вообще кошмар, блин. Так, Татьяна Анатольевна пишет. Ребята, не дайте вашу страну уничтожить вашу страну. Украина уже почти 3 года уничтожается. Да, на самом деле, в чем проблема, Туганлар? Вот в чем проблема по тому, что почему наша страна, точнее наш Башкортостан, получается в таком дерьме, как сейчас. Уничтожается, получается, наша страна. Уничтожается наш Башкортостан. И в чем проблема наша? Молчать. Почему мы молчим и никак не можем дать отпор вот этому всему? Вот, я думаю, вот в этом-то и загвоздка того, что мы молчим. Мы сами молчим, и поэтому, как говорится, происходит вот эта канитель. Так, ТикТок запишем. Тоже чуть-чуть. Так, идем дальше. Раби не встают с колен. С колин. Написано. Раби не встают с колин. Ну да. Мы типа рабы с колен не встаем. Понятно. Это комментарий получается от какого-то неизвестного. Ну, явно от украинцев. Идем дальше. Дело, говоришь, Остап какой-то пишет. Товары для всех, комментирует. Да, понимаете, весь народ Украины, получается, на ушах. Вот везде, вот где что напишешь, они сразу горой встают за свою родину. А Башкортостан или Татарстанда бір кем юг, блядь. Не могут даже, блядь, подписаться в Ютубе, блядь. Почему? Потому что боятся, блядь. Или им нахуй мы не интересны. Мне больше даже не боятся уже, мне кажется, а просто мы не интересны. Почему? Потому что они не хотят выходить из России. Это первая мысль. А второе, они, как говорится, так скажем, нас не считают за каких-то, там, скажем, повстанцев, за людей там. Не считают нас. Они как бы своего царя любят. Вот больше вот так, наверное, будет интереснее, наверное, ответ звучать. Bizning kishiga soylamanglar olar.
І от этот пише, робіть хоч щось, не українці ж за вас це все повинні робити. Хуй его знает, но, блядь, примерно понял. Украинцы же не будут за нас что-то делать, блядь. Рубите, может, это работа, блядь. Хоча б, дальше, Владимир. Хоча б готуватися треба. Хоча б готувайся треба. Тоже нихуя не понял, что о чем, блядь. Дальше пишем. Петя Цизман. Цизман. С одной стороны, хорошо, что они на своем пишут, блядь, а с другой стороны, блядь, как у нас принято, если люди не понимают твоего языка, общество, говори на общепринятом языке. Хотя бы в данный момент пока на узкожопом языке. Другого у нас варианта нету. Я же ему не писал там на татарском. Я именно для них высказался на русском языке. И как бы они как бы показывают какое-то свое высокомерие, что ли, блядь, используя свой язык, блядь. Вот примерно так. А с другой стороны, я хоть буду... Плюс, да, с другой стороны, можно говорить о плюсе, что хоть я буду понимать, что это явно украинцы пишут, а не узкожопые. С другой стороны, это плюс для нас. Петя Цизман пишет. Якого ви за 3 роки тільки язиками чешете? Піднімайтесь вже, а не триндить, короче. Ну, примерно понял это я тему. Непонятно, но понятно. Чуть-чуть корявые буквы только. Так, молодец, кто-то написал. Дальше. Флаг, короче. Так надо и робить, а идти на Москву. Вот рубить что такое, блядь? Хуй его знает, что за рубить, блядь. Рубить нахуй может. Рубить, блядь, идти, блядь, или... Хуй его. Они Вопрос. Барбалов какой-то. Они заците... А, вы типа не засыте теперь, наверное, пишет. Вы не засыте? Да, вопрос, да. Башкортлар, татарлар, вы не сыкуны, случайно? Украинцы у вас спрашивают. На Москву пойдем, нет? Дальше пишет. Ваша независимость вам решать. Украина. Ваша независимость вам решать. Украина ломает. Украина ломает. Вот. Нормальный ответ, понятно. Low battery. Че, сдох этот гребаный. Так, секунду. Аккумулятор сдох, получается. Ну, я уж и не ору уже на нем. Даже ночь. Так. И так я нормально кричу. Так. Окей, дальше идем. Просто тут дохера просто. Прапор в руки и вперед. Прапор в руки и вперед. А чому самі не пробуєте? Чому кругом ми маємо рішати ваші проблеми? В нас и так тяжко, старайтесь сами. Нам отвечают, ну вот так отвечают. Башкорт татарларга, еще раз это, понимаете? Ми це розуміємо і працюємо. Будьте в курсі новин. Не понял ни хера, короче. Так, ладно. Мы вместе сила, хватит молчать назад, дорога нет за свободу. Это тоже никто, непонятно, кто написал. А где вы были в 2014-2022, а теперь прозрели? Ирина Кульбаба пишет. Террорюгами только так. Тоже непонятно, короче. Так.
Кайрат пишет, Аманджол, правильно мыслишь. Лайк ставит и огонь. Всякую херню. Эдвард какой-то. Дан шанс не упустите, пишет. Да, на самом деле, Башкортостан, Татарстанга и всем, и Дагестану, и Ичкерии, всем дан шанс. Это шанс. Но я почему-то не вижу даже с других регионов, никто не встает. Вот это меня тоже, блядь, порой смущает. Поэтому я считаю, Башкортостан, Татарстан должен встать и показать, наверное, другим регионам, что мы можем встать. Мы можем сплотиться. Ике туған милләт бірге тұруға тиіс ул. Как вы постоянно теребите, түрки милләт, мне мозг вынес этот Кашапов, блядь, түрки милләт. Ну, давайте тұрыңыз түрки милләтләр, блядь. Невъебенные түркин милләтләр, блядь. Надо вставать. Украинцы реально нам же не обязаны, нахуй. Так и так они, блядь, нахрен, они ебутся сами, блядь. Никто из наших туда не поехал помогать, блядь. Там 1-2 человека, блядь, рота башкорт, это хуйня. Я представляю, если 50 тысяч туда зашли бы помогать. Да давно уже нахуй Москвы не было бы. Наши дроны до Сирии, мабуть, не долетять. Та їх даже дуже чекають в Росії. Якщо, не дай Бог, зникне Украина, у інших шансов вже не будет. Ну, видите, каждый по-свойски понимает этот мой призыв, то, что я там говорил. Каждый по-свойски ловит, короче, мотив этого. Как бы не можешь всем внушить, о чем там речь. Вот кто-то пишет, кто понял. Гениально. Украинцы помогли сирийцам комарами из лаборатории. А файда от Сирии большая. Вы посмотрите и все-таки поднимитесь. Это кто-то пишет, непонятно. А файда от Сирии большая. Здесь хочу добавить от себя, от Сирии файда большая или нет, оно вообще, блядь, нахуй, ни в пизду, ни в армию, нахуй, Башкортостан, Татарстанга. Вот это вы точно уясните. Я пока не нашел толку, блядь. Может, пока еще 10 дней только, может, не вкурили, но это, как говорится, не толк, блядь. То, что туда армия России не может послать или не послать, оно не меняет место, блядь, того, что, блядь, от этого, блядь, Башкортостанда резко проснулись люди, Татарстанда резко проснулись люди, это не меняет этого. Сути, как говорится, место изменения или там, как говорят, место слагаемых нихуя ничего не меняет. Я этим не согласен. Файда бармы, юкмы, мен айттым онда, Сирияда сігініп юрге файда юк дедім. Потому что, блядь, нахуй, это не наша земля. Это не Башкортостан с Татарстаном. Это конкретно могут нам потом сказать сирийцы. Допустим, они сейчас порядок зачистят, все красиво сделают. То же самое и Турция могла бы это все сделать. То же самое Турция могла бы сделать, помочь Палестине. Вот теперь представили. Никто туда не пошел из Башкортостана, с Татарстана помогать. Никто. Вот мы не идем туда помогать. И вы потом говорите, давайте-ка, туганлар, вы же нам туганлар, Турция, Сирия, как мусульмане, помогите нам взять Москву. Это то же самое, предъява украинцам. Такая же тема. Но украинцы тут рядом. А они где? Мы где? Базара нет. Может, во время нашего пророка Мухаммада Пайгамбара такие движения делали. С одного конца земли на другой бегали они, может, на лошадях. Но сейчас такого нету. По крайней мере, 500 лет этого нету нахрен.
500 лет нахрен, 1552, Казань взята. Турки где были в это время? Напомните туркам, где они были в это время. В течение 500 лет, блядь. Кашапов даже на него ответ не нашел. Поэтому, исходя от этого, я считаю, что этот полный, блядь, маразм того, что, блядь, считать, что, как это там, вы посмотрите и все-таки поднимитесь. А файда от Сирии большая. Нет. Знаете как? С 2014-го, да, Украина, говорит, воюет. Кто-то, да, напоминает постоянно 2014 год. А сирийцы, мне кажется, еще раньше начинали. Сирийцы, мне кажется, блядь, я не знаю, блядь. Явно, блядь, 20 лет, может, воюет. Мы же не знаем, блядь. Там же постоянно война, блядь. Каддафи снесли, блядь. С Ливана, блядь. Да там война и война, блядь. Как раз это Либанон, вроде бы Ливана, это Либанон. И исходя от этого, если это мы будем говорить, что почему мы там не помогаем или они нам не помогают, блядь, не нужна нам вот эти какие-то высказывания из пизды Кукуева, блядь. Это вот эта проблема и вот этот очнулись, как они говорят, украинцы нам, пришла вот данный момент. Нам пришла она, вот данный момент пришла это. Очнулись. Мы вот именно вот сейчас очнулись. А есть еще те, которые еще не очнулись. Вот задача наша их поднять. В первую очередь. Которые не очнулись. Так, идем дальше. Тут очень много комментариев. Вот просто мне прикольно ТикТок почитать на YouTube, чтобы посмотреть реакцию Башкортостана и Татарстана, о чем думают украинцы о вас. В чем проблема, Люда пишет какая-то. Когда били нашу молодежь на Майдане, поднялась вся страна. Легко и просто. Она ответила легко и просто. Вообще, как бы сути там, по идее, об этом не говорится. Там идет речь о том, что я сказал, почему украинцы дронили, там, типа Майкл Наки сказал, там, если тут есть люди в Башкортостане, в Татарстане, Чечне и Дагестане, которые хотят против Москвы пойти, но им некому помочь. Примерно вот такой был лозунг, блин, мой. Они отвечают, что когда их молодежь били, на Майдане поднялась вся страна. И как бы даже не этот вопрос там звучал, но ответ прилетает вот такой. И вот теперь к этому ответу возникает у меня вопрос. Да, базара нет. Когда Алсынова сажали, и подобие вот такие выскочки, темы были, 4 Хизбут-Тахрир женщины посадили в Казани, в Татарстане, набережных Челнах или где их ловили там. И где этот народ наш? Где наш народ? Или там в Дагестане в Турбинах искали евреев. Где наш народ тогда? Надо было добивать вот такие моменты до конца. Вот наши косяки наши. И теперь я понимаю, что здесь, оказывается, не в нации дело, оказывается, а в нас. Приходит мысль такая, что какие-то, так скажем, крестоносцы, украинцы круче, чем мусульмане России. И кто-то там говорил мне сегодня, там пол Татарстана, это же это обрусевшие татары, что-то такое.
они никогда не станут против Москвы. Вот. До хрена причин. Так, сейчас найдем что-нибудь еще. Роман Корнабач какой-то. Поднимайтесь, ребята, помогите Украине победить этот путинский фашизм. Да, легко. Все должно подняться, Катерина пишет. Сергей Криббас пишет. Так чого вы чекаете? Поднимайтесь, робить третий фронт. Вот это робить, что за слово робить, блядь? Украина перший, Сирия другие, вы третий фронт. Треба послабить Рашу с узких боков. А я о чем говорю? Об этом каждый день долблю, блядь, Башкортостанга. Мы правый фланг, блядь. Правый, ну, может и левый, правый, как хотите называть себя. Хоть сверху спускайтесь, похуй с парашютов, блядь, прыгайте на Кремль, блядь. Правый фланг — это Урал. А за Уралом, само собой, подразумевается еще добавок буряты, якуты, Алтай и так далее. А здесь снизу Кавказ. Вот наша задача. Подняться и дойти. Встать и дойти до Москвы. И сказать, блядь, как тот шаман шел один у Путина ёбнуть нахрен, зашаманить его. И так и сейчас сидит, бедный, в психушке. А мы чё? Он один шел, видите как? Интересно. Мне тоже так же, да? Идти может, блядь, в руках возьму, ладно, где-нибудь автомат куплю, блядь, пойду, блядь, до Москвы, блядь. Да меня, блядь, явно где-то ебанут, блядь. Метр даже шагнуть не смогу, блядь, через границу, блядь. Шунарга, білмеймін, с каким народом я должен вести диалог, чтобы поднять Башкортостан с Татарстаном на уши. Чтобы мы конкретно услышали друг друга и пошли на Москву. Вот это вопрос. Мазяр Михайло пишет. Першим ділом захерачте свого губернатора. Це путіністська підстілку. О. Вот. Видите, как? Конкретный совет, блядь. Я тоже пытаюсь этого, хочу этого, блядь. Я поэтому и говорю, ёбните по Башкортостану с Татарстаном, блядь. Ёбните по Хабаровским, нахуй, Кариневским, нахуй, хатам, блядь. Ебаните, нахуй. Давайте поможем друг другу, Башкортостан, Татарстан, вычислить ихние зоны, блядь, пребывания. Конкретно, где этот пидор будет ночевать. Давайте ебанем их, нахуй. Давайте уничтожим этих манкуртов, блядь. Заранее. А потом уже, уничтожив их, блядь, уже войдем, блядь, во власть. Первая задача нам забрать, нахуй, этот Белый дом Уфы и Казани. Все, вот эта задача наша будет. И после этого уже, блядь, нахуй, вся структура однозначно перейдет в нашу сторону. Или мы их ёбнем всех подряд, блядь. Только таким образом можно, блядь, сделать бунт, блядь. А для этого нам нужно, как говорится, это объявить, как говорится, предъяву кинуть, понимаете? Чтобы народ был на ушах. А уже когда будем мы заходить, это будет секретом. Какой день мы ёбнем их. Пусть они там кордоны строят, блядь, готовятся, похуй нам будет это, блядь. Ебашут будем всех подряд, кто выйдет против нас. Но самое главное, нахрен, Башкортостан эшинден холок должен за нас быть, а не против нас. Если они захотят остаться в живых, они должны быть за нас. И мы постараемся их, как говорится, не тревожить. Пусть сидят дома, главное, не высовываются. А мы зачистим все улицы, где будут выходить против нас.
Украина и так делает невозможное. Поднимайтесь и помогите себе, и нам поможете. Валентина Рогаченко написала. Параган какой-то, Параган. Если честно, то нам бы самим помощь нужна, пока русские все еще на нашей земле. Вот я и говорю. Я это уже год долблю, этому Кашапову, пидорасу тоже говорил, блядь. Сука, я говорю, выклади это, что-то сделай, выведи, дедам, шагар, дедам. У меня обещал, и в концов, вон, блядь, с WhatsApp меня блоканули, блядь. Этим долбоебам не нужно это, блядь. Им не нужно это, они просто живут на этом, блядь. За это дают им деньги, запошляют. Они как оппозиция, блядь, которые балаболят только. Олар ничего не сделают, блядь. Вот увидите, блядь. Времена пройдут, никто ничего не сделает, блядь. И Украина закончится сама по себе. Все исчезнет нахуй. А эти оппозиция останется. Я же знаю таких пидорасов. Против Каримова также была оппозиция узбекская. Я же их знаю, блядь. Кто такие, что делали они. Это люди пиздоболы. Это они никогда против Каримова не смогли бы зайти. Это словесные, поносные люди, которые просто пиздят и ничего не будут делать в оконцовке. Вот когда придет время воевать, они не будут воевать. Шуно аңларға керек. Шуно ведь они пытаются объяснить всем, что у них нету той намеревания, час икоса, ебаного ихнего, чтобы взять войной. Они не хотят воевать. Они просто хотят взять, блядь, бесплатно. Просто, блядь, на блюдечке, нахуй. Кто-то должен им принести, блядь. Кто, неизвестно, блядь. Диверсиями на логистических... Кто-то советует. Брайм какой-то. Диверсиями на логистических узлах поставки вооружения. Займитесь этим для начала. Об этом была речь. Сейчас, постойте, запись, блядь, забыл поставить. ТикТок записывать будем. Об этом была речь уже 1000 раз, блядь, в ютубах. Помните, да, как и в том ютубе, где меня заблокировали, везде. Я 1000 раз говорил. Давайте, блядь, рота башкорт, блядь, ихняя задача будет. Я им даже хотел, блядь, донатить, блядь. Давайте будем аудиторию ТикТока поднимать, донатить. Они с удовольствием будут донатить. По 20 гривен, вон же сказали, будем донатить. Мы донатим, сказали украинцы. Там и Казахстан будет донатить, все будут донатить, кому не лень, как говорится, за победу. И я сказал, давайте рота башкорт, получается, по нашему заказу будет выполнять дела. Они мне что сказали, рота башкорт? Мы, говорит, не бомбим по населению. Да нахуй тогда вы нам нужны? Нахуй нам это рота башкорт, блядь. Кутак соберга, да, кирякмел, блядь, нахуй. Безга онды холок кирякмей. Поэтому я с ними не сошелся, блядь. Из-за этого мы должны свое создать, свое, где, блядь, будем командовать мы сами. Хотим ёбнуть по Хабирову, ёбнем по Хабирову. Хотим по дорогам, да, по дорогам. И поэтому я всегда твердил, давайте, туганлар, блядь, будем собирать на дроны, но эти дроны нужно давать тем людям, кто будет работать на заказ. И как раз-таки идеально было бы запускать дроны с Украины. Вообще хотелось, конечно, с Казахстана, но Казахстан мы не можем договориться так. Ну вот, если бы Украина подключила бы меня, допустим, на эти переговоры, я бы вышел бы, я, может, наверное, подключил бы уже к этим переговорам Казахстан, чтобы Казахстан пошел навстречу Украине. И как-то мы уже дошли бы до... Тукайки, чтобы эта Тукайка тоже уже старый маразматик уже понял, что, блядь, нахуй, что русню надо ебать, блядь. И дал возможность нам, блядь, дойти до Куандыкского коридора через ихние земли. И потом, как бы, можно было бы сыграть такую еще интересную вещь, что он не в курсе, блядь, этого. Он бы сказать мог бы Путину, я не в курсе, блядь, не знаю, как они туда попали. И все. И можно было бы красиво отмазаться, блядь. И проблем-то, блядь. И по идее, нахуй, Тукайка перед ним не должен отчитываться, блядь. Может, как-то он бы поменял бы свою риторику, своих мозгов, в конце до концов. Уж доправил бы с этим Казахстаном до своей жизни, как говорится, до смерти. И тихо, мирно, как хороший, так скажем, переделанный президент ушел бы из жизни, блядь. А не пидорасом, блядь, до конца жизни быть, блядь. Пиздализм Москвы, блядь.
Поэтому, исходя от этого, я считаю, что, блядь, нахуй, вот этот момент мы должны с кем-то обговорить, который, блядь, вышестоящие эшелоны, блядь, который рулит этой темой. Я же не могу рулить Украиной, блядь. Я бы давно бы ёбнул бы по Москве уже, блядь, если я рулил бы этой тематикой. Примерно так. Поэтому я, как обычный народ Башкортостана, пытаюсь донести это, блядь, крупногабаритным людям, которые имеют какую-то, блядь, стержень во власти, блядь. А не то, что мы, блядь, колхозники из аула, блядь. Мы что можем делать, блядь? Мы можем только, блядь, сделать то, что, блядь, пойти на Москву. Тупо. Почему жили очень дружно во время Брежнева? Ну я тут, блядь, про СССР, наверное, говорил, мне такой ответ кто-то написал. Во время Брежнева жили дружно, оказывается. Пиздец, вы видите, вот коммунистические мысли, блядь, у людей. Так, угнетенные народы РСФСР все на борьбу против московской метрополии. Написали мне тут. Непонятно какое-то название у него. Украинцы, титани в Мали, в Сирии, в России, в Грузии. Оксана Пашковская. Ну, хоть одна призналась в правду, блин. Я же как бы украинцам тоже сказал так, чтобы вы уж, блин, если уж поработали в Сирии, ну, говорите хоть, да, мы поработали, или это просто пропизделся Майкл Наки. Вот что-то как-то так, да? Если вы, как говорится, где-то можете афишировать себя с крутой стороны, ну, чуть-чуть, блядь, можно уж, конечно, наверное, похвастаться этим. Я так думаю. Лучше уж хвастаться, чем пиздеть, блядь. Если это правда. Молодцы, вперед, слава Украине и всем патриотам. Олга. То рушай, что ты від нас хочешь. Видите, вот такой тоже Абрамс какой-то написал мне вопрос. Так идите, Марина пишет, помогите Украине. Я бы с удовольствием. Как я и говорил всегда, у меня тетя украинка была. Она похоронена в Сумской области. Так что, как говорится, там тоже есть туганлар. Братишка живет там, бабушка его живет, родная бабушка, украинка живет, тетя живет. Вот это меня, ну, я этот комментарий даже читать не хочу. Так, Туран Курлсон написано там. И сказал Господь Лазарю, встань и иди. Паша Пакиш написал какой-то. Татьяна Бойко. Так хто вам заважає? Вже давно було пора. Ми вже відтягли орду на себе. Включайтеся. Пока мы их держим, у всех есть шанс. Алексей 79 написал. А Азербайджан тоже забрал Карабах. Валерий Шашков написал. Насчет Азербайджана я даже комментировать ничего не хочу. Там, блядь, Турция, Азербайджан нахуй мне не нужны, блядь. Короче, суть какая? Башкортостан, Татарстан и другие регионы, само собой, должны понимать, что тут, наверное, люди, наверное, еще вот так будут огрызаться, блядь, Башкортостан, Татарстан, да. Нахуя мы будем Украине помогать? Тошбашлар, блядь, Украина помогать, блядь, тут вот именно, и украинцы не так понимают. Вы подавно не так поймете. Я вам вот этот момент хочу расчленить, блядь. Бренч урында біз, я всегда это же так начинаю говорить, по идее. Мы сами себе поможем. Башкортостан, хам Татарстан, чтобы помочь себе, мы должны помочь Украине. Понимаете смысл какой тут? Тут такой хитровыебанный замысел. Помогая им, мы помогаем себе. Рука руку моет. По-другому никак. Потому что мы в данный момент
так скажем, блядь, нахуй, как эти говорят, не политические люди, не патриоты, или как там, блядь, не оппозиция. И нас не звать, никак не звать, нахуй, мы никто, блядь. А оказывается, людям в мире нас кто-то должен узнать, блядь. Если они признают ИГИЛ, признают нахуй всех, блядь, террористов в Афганистане, а нас не признают. Вот в каком маразме мы, оказывается, мировом живем, блядь. Нас должны признать, оказывается. Потом только мы можем идти на Москву. Это что за нахуй, блядь? Это что за тупизм, блядь? Шунарға біз уларға керек, туғандар, блядь, біз уларға біз бірі-біріне, что нас никто не должен признавать. Мы не обязаны отчитываться перед всем миром, чтобы нас признали. И это я постоянно буду твердить. Почему? Потому что это и есть наша идентичность, наш ғұрурлық. Бізді мысқыллаудан алып қашу жолы мына шу, біз құтақ қойырға тиіспіз бүтін нәрсеге. Не то что халықларға, бүтін әйберге құтақ қойып тұрып, Мәскеуге барыға тиіспіз, блядь. Мәскеуні басып алырға. Бізге керек мен, ни хрена бізге керегі жоқ, кімнедір отчетности, что, ага, Трамп нам дал добро, этот поставил птичку, блядь, в своем где-то в бланке, блядь, нахуй. Бізге керек ми бұл? И высказывания каких-то людей, украинцев, там еще кого-то там в эфирах всяких пишут там, говорят там. Нет, нам не нужно это. Чтобы нас засвидетельствовать, в первую очередь я вам приведу такой пример исламский. Чтобы тебя узнали везде в обществе, узнай, полюби, точнее, приблизься Аллах Та'алямге. Есть же такое выражение. Вот мусульмане, если в курсах, они подтвердят. Приблизься Аллах Та'алямге, и Аллах Та'алям тебя приблизит тем людям, которые даже тебе салям да бирмәгәнләрне. Салам бирмәгән кешеләрне кырына алып барып куючы да Аллах Та'алям. Значит, нам нужно признать Аллах Та'алямны, наверное, для начала, чтобы он нас потом повел к тем, которые нас признают. По идее, если мы признаем Аллах Та'алямны, суть этой речи, да, этого, наверное, дуа или, как не знаю, этого высказывания в том, что нам нужно признать Аллах Та'алямны. В первую очередь. Потом только нас он способствует, чтобы нас признали даже враги. Та же Москва. А для этого нам нужно сперва признать Аллах Та'алямны. И значит, это в оконцовке этого ответа, что мы должны признать, что мы можем сами себя сделать. И тут ни Украина, ни Турция нахрен, как говорится, здесь не помеха. И ни при чем они вообще. Не при делах вообще. Потому что Башкортостан, Татарстан, Чечня, Дагестан, Кутен, Сибирьге они не обязаны. И наши сопли нахрен подтирать они не обязаны. Платочком, блядь. Вот это нам нужно доносить. Но я ни от одного, блядь, человека этого не слышу, блядь. Ни от Габасова, нахуй. Ни от Кашапова, блядь. У них только мысли Турция, Турция, Турция. Затрахали, блядь. Таким образом, блядь, нахуй. Как он мне, Кашапов сказал, 20 человек подымем. Мы не то что двух мы не подымем таким образом, блядь. По ихнему морали. И потом, пример приведу, чтобы вам уже конкретно дошло это, прям жестко, жесткий пример, так скажем. Этим сирийцам, повстанцам, революционерам. Вы думаете, что, кто-то им что-то этот, что ли, делал, блядь? Нос потерял или жопу подмывал, я не могу понять. Нихуя. Они сами решили это.
Они сами решили, и они вот этот путь выбрали. Почему? Потому что оларны юлында бірінші урында Аллах Таалам тұра. И не нужно тут их, как говорится, говорить там, что они какие-то тоже не такие, туда-сюда. Ёк. В первую очередь на их пути Аллах Таалам. И мы не признаем на своем пути Аллах Таалямна. Потому что мы какое-то светское государство хотим построить или что-то в этом роде. Нет. Мы построить хотим именно исламское государство. Никакого светского государства мы не хотим построить. Мы цивилизованное государство, можно сказать, построить хотим. Цивилизованное. Но не светское. Там штансыз кишилер йөрмей анда нахрен. Все будет как по адабу. Адаплы кишилер анда яшарга тиешләр. Хоть и я говорил до этого лесби, голубые и так далее, но они будут, как говорится, просто население. А они нигде не будут выебываться, ходить нахуй. Без штанов команда, блядь. Исходя от этого, значит, мы строим цивилизованное исламское государство, где, как говорится, в приоритете будет в первую очередь демократия. И эта демократия, как один имам приехал в Швецию из Дагестана, сказал, что я не увидел, говорит, здесь мусульман, но я увидел в ихних делах Швеции ислам. И с такими впечатлениями, наверное, уехал домой. Кто это был, я не помню, но явно знаменитый имам или кто такой из Дагестана. После этого, да, вот это и есть. В Норвегии то же самое было, по идее. Что там нет ислама, там вообще ебанутые, по сути, но есть, как говорится, точнее, там нет мусульман, есть ислам. Ну, утрируя, да, это говорится так. По идее, блядь, и того там, по идее, блядь, по сути, тяжело. Но в их делах есть ислам. Мехребонлар. Как это по-русски? В татарча как это даже, я не могу. Мехребон. Рахамлилар, во. Рахамлы. Рахам. Арабское даже слово, да? Рахамлы. Рахман, Рахим. Вот это есть у них. А в наших, получается, странах только этот полный бардак. Давно пора освободиться от тюрьмы народов. Никто без Москвы не умрет, а будет только лучше. Алихан Ахметов написал. Согласен. 1000000% согласен. Поэтому я считаю, наша задача всех рабов Москвы встать раз и навсегда. Встать раз и навсегда и идти уже, как говорится, долбить полностью вот эту систему, которая посягает, так скажем, на нас. Вот уже 9 человек просмотрело. Я не знаю, народ не спит, что ли, в ТикТоке. Я поражаюсь, блин. 9 человек посмотрело первое видео у меня. В другом ТикТоке, в новый ТикТок я загружаю это. Как бы миксую там тоже, чтобы народ и там, и тут не разно сидит. Так, лайки ставят, слава ЗСУ. Привет с Тернополя. Привет. Іншого моменту не будет спешить, поки Бог и ЗСУ дают вам можливость стать вільними. Согласен. То поднимайте своих людей на війну з імперією за свою свободу. Українці поможуть вам звільнитись від московських кайдан. Московских кайдан. Тоже согласен с этим комментатором. Рахмат. Ну, что могу сказать, блин. Башкортостан, Татарстанга, наверное, все-таки ближе, наверное, это русня почему-то. Вот они вот таким макаром привыкли жить.
Им ближе Русня, чем Украина. Вот. Поэтому, наверное, нам тяжело, наверное, доносить до них, что вот ваша задача такая, наша задача вот такая, такая, такая. Вот от этого и исходит вся вот эта тупость. Вся вот эта тупость исходит от этого. Что поднять народ получается очень тяжело. Очень тяжело. И, ну, даже доносить, как бы, я не знаю даже, как это все происходить, я не знаю, будет донос этот. Так, Танир какой-то пишет. Алга, Башкортостан. Алга, кто-то пишет. Да поможет нам и да поможете собі. Да поможете собі. Понятно? Так, хороший план пишет. Басқа ұлттарға айтам соғысқа бармаңдар, қарсылық көрсету керек, Москваны жағып жіберіңдер. Танир вот этот писал так. Само собой, Москваны не то что жағып, мен бетінде, айтым бетінде, по кирпичикам разобрать обязательно. Москваны по кирпичикам нужно будет разобрать. Почему? Потому что будет именно показательная, карательная система, как вот до этого вы слышали, как они и немцев, получается, Казахстан отправляли, не говоря о наших близких туганларно, там, крымских татар и так далее. Всех долбили, всех, и чеченцев, и так далее. Мы будем, ну, так скажем, однозначно действовать таким образом, чтобы Кремль московский полностью был уничтожен, полностью разрушен, и вместо него построено что-то другое. Разровнять землю нахуй полностью нахрен там, и чтобы вот это, блядь, все это дерьма там, блядь, Сада Александровского, вот это все дерьмо, этого не должно быть там. Ничего не должно быть там. Напоминание Москвы не должно быть вообще. Вот поэтому хотелось бы даже название поменять, чтобы там было Киев-1, Киев-2. Вот в народе, чтобы оно было Киевом или вот что-то такое. Или вообще можно назвать Украина. Вот, вот как-то так, я не знаю. Чтобы, блядь, мы раз и навсегда забыли, что эти сраные нахуй москалята, блядь, были вообще на этой земле. Вот это и есть будет тот момент путлерскому пидорасии ответить, что твою идентичность нахрен мы готовы уничтожить. И мы уничтожим эту твою идентичность, блядь, путлерскую, как бы, которую он кичливо нахрен глаголит нахуй всем, блядь, башкиртам, татарам, всем, что они, оказывается, русские, блядь. Мы нихуя не русские, блядь. Это вы, финно-угорские твари, блядь. По идее, и вы, суки, не русские, по идее, блядь. Это вам ваш этот, нахуй, лакам, нахуй, лакам, блядь. Ваш этот, блядь, лашкамонский лакам, блядь. Ресей мусульмандар берегендер әрекет жасандар. Рахмат. Дұрыс айттыңыз, әрекет жасау керек басқа ультрарға. Окей. Ну, опять он начинает о своем, конечно, здесь. Туран жасасын, біздің балашағымыз геосаясатта терегеміз болады. Но с Тураном я не согласен. Я, как всегда, говорил, тоже отвечу этому человеку, что Туран нам не нужен, у нас будет Курултай. Жиен, Курултай и так далее. Вот у нас будет вот так. У вас, если будет Туран, пусть у вас будет это Туран. Но у нас будет это Курултай, это будет Жиен. Мана Башкортостанда мана шулай была. А татарлар, білмеймін, хоть сыгылып қатсынар анда, что они хотят там сделать себя. Как хотят, пусть называют нахуй. Бізде мына была Курултай болған и была мына. Курултай жиын, все, бітті. Туран дейсің маны, башқа дейсің маны. Называйте сами себя так. У нас вот Курултай был, ата-бабаларымыздан келген Курултай шул была. А Туран почему не будет? Это потому что это напоминание опять этой Турции нахуй. Это Турция Тошнилова нахуй.
поэтому оно не должно быть. Вот и все. Как кто-то уже из фарси говорили, что это вообще слово фарси. Персидское слово, Туран это. Хуй поймешь, что это означает, непонятно. Ну, мне похуй, что оно означает, блядь. Главное, это, блядь, нахуй. Блядь, нахуй. Турция, блядь. Вот это Туран, Турция, блядь. Вот это Турция. И ан какой-то, блядь. Турецкий анклав какой-то, блядь. Можно так интерпретировать. Нахуй. Туран. Турция, блядь. Это Турция, блядь. Все, это дерьмо, нахуй. Пусть они вот нахуй сами в Турции так и себя называют, нахуй. Тураном, блядь. Хуяном, блядь. Так, Хельга пишет. Все верно, сирийцы використали момент. Поки інші репу чухают. Да, вот этой темой я больше согласен, да. Вот именно, если даже украинцы, так скажем, не помогли дронами, сирийцы прочухали момент, на самом деле, да, и ёбнули просто, вот и все. А Башкортостан, Татарстан и Ичкерия, Дагестан спят, не говоря о других регионах. Мы спим. Так, Матисаков пишет. Кто ты, воин, будь осторожна со словами. Путлер видит, посадит тебе. Блядь, я хуею, блядь. Я ему, блядь, коммент скину, блядь. Понятно с ним. Так, лайк ставят другие. Так, Smart Technics. Вони збоку дивляться, хто переможете, за тем и придут. Нихуя не понял, блядь, за кем придут, что могут. Так, что за предъявы? Зачем там, если вы только говорите, у них самих война 3 года, им еще вас поднимать? А, понял. Так, этому комментатору. Что за предъявы? Зачем там, если вы столько говорите, у них самих война 3 года, и им еще вас поднимать? Я таким лайк не ставлю и пока оставляю так. Чтобы таким людям объяснить. Нам ничего, как говорится, от них не нужно. Я до этого объяснял. Нам ничего не нужно, само собой. Нам в первую очередь нужно, чтобы, блядь, нахрен собрать народ. А собрать народ именно через Украину, как говорится, это будет тот момент, когда мы можем, как говорится, понадеяться на ихнее оружие. Вот наша задача для первого этапа. И я считаю, это, ну как сказать, блядь, такой, так скажем, это же не маленький какой-то нахрен участок Украины. В такой в зоне Украины, я думаю, блядь, мы точно, блядь, помехи там им не дадим, блядь. И какое-то место мы им не займем, блядь. Нам главное, блин, эту тему поднять, распространить, вот эту тему, и в итоге быть готовыми, чтобы нам приходил народ, который будет, как говорится, идти на Москву. Вот эту тематику нам нужно как бы развить, а не так, что как вот рота Башкир, Башкирт ищет, блин, людей там и через какое-то сито проводит. Нам это не надо. Нам не нужно это сито, нахуй, ихнее какой-то непонятной стратегии, блядь. Нам это не нужно. Нам нужна конкретика, и эту конкретику мы знаем как. Башкортостандан, Башкорт, хам татарлар, Татарстандан татарлар. Вот и все. Все, вот эта задача наша будет. Нам не нужны какие-то сквозь, блядь, нахуй, какие-то ситы проводить людей. Нахрена? Если на этот путь приходит человек, он явно своим шпионским методом не придет. И плюс, если даже он шпионским каким-то методом придет, мы же на Москву все равно пойдем. Он в этот момент все равно, блядь, вычислится. Он в этот момент все равно сам себя сдаст. Потому что умирать такой человек не идет.
Он идет шпионить. И я считаю, что такой отсев, блядь, в роте башкиртов, это неправильно. И у них хозяева, оказывается, украинцы. Это как понимать можно, блядь? Рота башкирт, а командуют над ними украинцы. Нет, по такой теме тоже я не подписываюсь. Мы не будем нахуй под командованием украинцев. Мы просто будем сотрудничать. Тут не нужно, как говорится, ярлыки вешать на нас, и мы на вас. Всего лишь, как говорится, соседские движения, называется это. А не, блядь, нахуй движения в сторону Сирии. Кое-кому. Мышление людей нам не понять. Берег пишет, Джарайсон Бауром. Лайк ставим. Рахмат. Давай, легко. Вот кто-то, понимаешь, говорит, давай легко, и флаг Украины там классно, типа сила там, лайк, короче, типа что-то в этом роде. Правильно, вперед, пишет Алямтай. Конфи пишет, хорошая идея, дійте ми підтримаємо. Ну, наверное, что-то нормально написала, не знаю, что написала. Лайки ставит вот Наташка. Кстати, мою тетю тоже Наташа звали. Тетя Наташа. Так, башкиры, на вас надежда, татары уже смирились как бы. Айдар пишет. Ну, Айдар, я не знаю кто. Ну, да, я это не отрицаю. Я это не отрицаю. Я говорю же, 99 даже процентов, не 50%, 99% татарстанцев, блядь, нахуй, это ебанутые люди, блядь. Они, сука, в десна целуются этими узкожопами, блядь, до сих пор, блядь. До сих пор они не поняли этого, нахуй. Не говоря о артистах этих пидорасов, блядь, всяких, нахуй, Тямаевых и так далее. Фирдус Тямаев, блядь. И этот Салават тоже такой же, блядь. И ебанушка, блядь, я постоянно ее слушаю, блядь. Она тоже такая ебанутая, по идее, блядь. Сука, как ее звали, забыл, блядь. Ильсия Бадреддинова. Ильсия Бадреддинова тоже долбоебка, блядь. Пела песню, блядь, меня Путин кебек иркиряк, нахуй. Она вот так поет песню, блядь. Вот, поэтому, исходя от этого, у нас с Татарстаном очень печальная ситуация, блядь. Это один Кашапов, нахуй, там, как петух, нахуй, кричит, кукарекает там в Англии, и все, блядь. С ним, как говорится, далеко не поедешь, блядь, со стариком этим. 66 лет ему, нахуй, вроде бы. Поэтому, исходя от этого, вся надежда, я считаю, только на молодежь. Я же всегда говорю, Башкортостаннан, Татарстаннан должны вставать те люди, которые реально, как говорится, готовы оставить за собой независимый Татарстан с Башкортостаном. Только таким образом мы можем что-то добиться. Специалист пишет, отличная идея. Там Бахитгуль лайк ставит. Так, история Новини. Таких, как ты, мало в РФ, к сожалению. Ну да. Хоть кто-то так написал, Рахмат. Не то, что мало, я их найти не могу. Я же постоянно говорю, подключайтесь, пишите мне в Телеграм, я всегда же об этом говорю, пишите мне. Вот есть люди, которые, Рахмат Алларга, которые даже с Казахстаном со мной как бы сейчас в диалоге, в общении и так далее. Рахмат Алларга, брат Ларга, этот Зур Рахмат. Но именно печаль, что Башкортостан, Татарстаннан, блядь, люди, как говорится, не отвлекаются. Вот это, блин, охереть можно, да? Да, отвлекаются, и оттуда есть этот братишки маленькие, так скажем, да, молокосос, так скажем. Но я их не призываю. Я им просто могу сопутствовать, блядь, мыслями своими. Но и их мы на войну брать не будем. А, как говорится, против Москвы это будет война.
Это не какое-то движение будет, это конкретная будет война. Потому что мы просто так, как говорится, заходить туда не будем. Только забирать власть зайдем. А власть нам никто не отдаст просто так. Значит, это будет война. Терки, как говорится, словесные, там не будут, не прокатят. Там только будет работать автомат, блядь, с пулеметом. Памир какой-то пишет. Согласен, Башкортостан алга. Так, кто-то пишет дальше. Всех этих республик грабит верхушка московского режима. Мужиков, чтобы не бунтовали, отправляют на Украину. Вот. Вот это и есть, блин. Вот поэтому, исходя от этого, весь, так скажем, блядь, народ наш должен восстать. Восстать, как в одно время постоянно писали, когда в январе бунт был в Башкортостане за Алсынова, и украинские телевидения все писали «Башкирия восстала». Башкирия восстала. Прям вот везде это писали они. На самом деле Башкирия не восставала тогда, а просто, как говорится, херней маялась, блядь, за какие-то придурочные, так скажем, дела, блин, Алсынова, который конкретика, блядь, своих дел, блядь, не сделал, а сделал просто себе на жопу приключения, блядь. И вот сидит сейчас. Поэтому его срочно за его тупость надо вытаскивать. Он затупил. Когда ему надо было бежать, он не убежал. Он, как герой, решил сесть, блядь, и сидит вот, блядь. Нам не нужны такие люди, которые, блядь, нахуй не сохраняют свою жизнь. У него была семья и так далее. Исходя от этого, блядь, из-за него еще 2 погибли. Просто так умерли, блядь, люди. Ни в пизду, ни в армию. Поэтому, исходя от этого, мы не должны такие глупости совершать, как Алсынов в концовке, блядь, какое-то дерьмо, и сам сидит. Ну, он же не может, видя, блядь, ошибки, так скажем, и прорывы, так скажем, Салавата Юлаева, и совершать такие же косяки, и сидит сейчас в тюрьме. Вот то же самое по истории, как Салавата Юлаева посадили, и Алсынов сидит. Нам не нужны такие, как говорится, герои, которые, блядь, делают, и бухуяс его поймали, посадили. А почему посадили? Потому что предали. Салавата Юлаева предали. Ну, явно это в истории не написано. Если он сел, значит предали. Если бы его убили бы, понятно, мы бы знали бы, убили его на войне. А его предали, если его схватили. И Алсынова тоже мы предаем в данный момент. Алсынов на сдачица и так далее, вот это все дерьмо, это наша несостоятельность. Наша мягкость. Наша тупость. Тупослык. Вот наш прикол, блядь. В чем? Так, Сагат Икетула. 4:20, я уже говорю, 4 часа 20 минут. Доллар. Наверное, буду завязывать. Тут эти комментарии не закончатся. Я же говорю, 70, сколько-то 9 тысяч просмотрело. Это просто ужас. Так, тут пишет. Украина ни при чем, они переняли опыт нашей войны, дронов и воспользовались моментом. Вот кто-то так написал. Сирия двинутся на Кавказ. Сирии двинутся на Кавказ. Ну, надеюсь. Вот кто-то также так пишет. Надеюсь. Я ему напишу. Надеюсь. Если в Сирии из этих бунтов, которые там идут, и они же как бы разделенные, так скажем, люди говорят там, разный контингент там. И если этот разный контингент на самом деле состоит из разных этих народностей, быть может, они могут и на Кавказ вернуться. Если вот это Абу Саситлинский из этой категории будет там, то посмотрим. Кстати, давно его не слышно. Надо его версию тоже послушать. Мы один день тогда, я его найду сейчас как раз таки,
Послушаем-ка его, что он будет говорить. Он явно в сфере этой тематики, он внутри, он все там, грубо говоря, все собак сел там, короче говоря, всех. Тогда это завязывать будем, туғандар. Халық кетті, халық юк. Исән сау, рахмат, отырғанларға тыныш жоққа, короче. Время уже позднее.